Заодно пусть это послужит наглядной демонстрацией того, что подобные ролики, анимации и машинимы не создаются за день, просто весело поиграв и записав игровой процесс. Не 5 минут монтажа, где весь готовый материал взят из интернета и его можно просто склеить. Нет. Хотя у меня есть основа и идея, на которой я ориентировался в лице игры Signalis, и есть игра Sims, с помощью которой я создавал декорации персонажей, но даже так весь остальной процесс делается практически с нуля. Подобные видео требуют к себе уйму времени и терпения. Что же, с вводной частью покончили, предлагаю разбить это закулисное видео на несколько пунктов. Вначале в видеоредакторе я подробно покажу вам весь проект со всеми деталями, которые можно пропустить во время основного просмотра. Расскажу причины некоторых сцен, идеи, как выглядели многие слои изображения в сыром виде и так далее. Потом я продемонстрирую вам локации съемок и прочее подобное в Sims 4. Попутно расскажу о идее создания, с чего все начиналось и прочее. И закончим все тем, что я продемонстрирую вам несколько вариантов монтажа сцен, которые так и не вошли в релизную версию. Начнем же шоу. Проходим, не стесняемся. Добро пожаловать в закулисье. Ну вот, добро пожаловать в видеоредактор. Vegas Pro 13, нестареющая классика. И, в общем-то, так выглядит весь проект. Куча всяческих кусочков, эффектов, слои под, слои над. В какой-то момент пришлось уже все это рендерить по каким-то определенным сценам, потому что редактор в какой-то момент уже не смог справляться с таким массивом информации. Вот. Ну, кто-то скажет, что ну, так у тебя старая версия, поэтому и справляется так. Но справедливости ради стоит отметить, что новый Vegas у меня и вовсе любит вылетать в какие-то моменты, когда ему угодно, даже когда там, допустим, никаких эффектов нет, просто простая склейка. Так что 13-й Vegas, он, конечно, стабильный, не подводит, вот, но когда уж слишком много перегрузов, много всяких эффектов, ну, тут он не всегда бывает справляется. Иногда вылетает, а иногда какие-то артефакты выдает. Вот. Поэтому приходится, например, дает сцены с большим количеством слоев. Бывает, когда происходят какие-то артефакты, редактор не справляется, то приходится, допустим, вот, выбирать какую-то область, да, небольшую, рендерить вначале, там, допустим, вот столько слоев, да, потом вставлять это вот в основной слой, включать остальные слои, их дорендеривать, допустим, ну, что-то примерно вот в таком духе. Ну, это уже так крайняк, когда уж совсем, ну, не вывозит. Ну, в принципе, это бывает редко, слава богу. В основном редактор хорошо себя показал, он, в общем-то, хорошо и рендерил весь этот массив информации со всеми эффектами и прочим-прочим. Вот. Но просто потом, когда уже все это наслаивалось, в какой-то момент уже он там начал сбоить, пришлось поэтому вот в такие разные кусочки все это собирать. Что же, не будем долго тянуть Желтого Короля за его корону. И, полагаю, начнем с самого начала. Буду перематывать ролик и останавливаться на каких-то местах, которые требуют пояснения. Вот вступление, соответственно, такую маленькую анимацию я сделал. Это, пожалуй, одно из тех редких изображений, которые я взял из интернета, а не делал сам, потому что все остальное уже приходилось самому делать. Все буквы, надписи и прочие эффекты. Ну, соответственно, чтобы соответствовать оригиналу, вот, чтобы все было как фирменно, то, соответственно, уже взял и эмблему, и название, да, из интернета. А здесь у меня не осталось истока, к сожалению, от этой самой анимации. Может быть, где-то в первых сохранениях, потому что, как вы можете заметить, я тут стараюсь сделать несколько вариантов сохранения, чтобы потом к ним возвращаться, потому что однажды я как-то попался с этим, когда я делал очень мало сохранений, и потом мне вдруг что-то понадобилось, а оно уже, все, его не восстановить, я уже это давно удалил, давно убрал, и сейва не осталось, поэтому я стараюсь, где я какие-то кардинальные изменения собираюсь совершить, что-то удалить, убрать, что может понадобиться, я делаю новый сейв. Вот. Ну и плюс, если вдруг что-то случится с сохранением, а такие случаи бывали, вот, то хотя бы что можно вернуться на более старую версию. Ну да, как вы можете заметить, тут у меня и версии к релизной, потом я стал возиться со звуком, саунд, вот, и потом уже в самом конце английскую версию делал. Вот, ну-ка, и датируется, в общем-то, 28.11.2023. Как вы можете заметить, все разложено по папочкам, потому что в этом деле важна инвентаризация, а то некоторые любят там все на рабочий стол накидать, а потом теряются в этом. Не, я просто раньше тоже как-то так не очень запаривался, все в одну папку накидывал, вот, и потом путаешься, где, что находится, вот, поэтому желательно все это, конечно, вот в папке засовывать. Единственное, здесь вот конкретно с Сигналисом, может быть, ошибочка вышла, как-то я думал, что побыстрее закончу. Здесь у меня много
есть папа, который относится к видеозаписям из Симса. То есть, видите, там идет к кораблю, да, то есть вот тут всякие эти записи, там на улице бой, тоже всяких куча по видео. Вот, это желательно было бы, конечно, засунуть в папку, там, допустим, записи из игры, вот, чтобы потом не париться. Ну, так уж вышло. Уже не стал их отправлять потом в другую папку, потому что уже все пути были привязаны вот к этим папкам. Да, собственно, вот так выглядит весь этот слой, то есть вот сама эмблема игры с названием. Я ее потом взял, перекрасил, поменял их положение немножечко местами. Вот, в общем, вначале идет название, потом этот красный куб. Вот. В общем, и получается, что мы вначале видим этот красный куб, ну или шестиугольник, если быть точнее, смотря как посмотреть. Вот, он у нас как бы, грубо говоря, в фокусировке, вот, потом начинает размыливаться, и в фокус попадает название. Вот. И, соответственно, с этим вот звуком из уровня с пляжем, если не ошибаюсь. Причем пришлось, кстати, поскольку он прерывался достаточно быстро, вот этот вот, ну, назовем это крик такой, гул, вот, он прерывался достаточно быстро, а мне хотелось, чтобы несколько секунд еще эхо шло от этого вот, ну, гула. Приходилось потом все это вставлять в Fruity Loops, я там, значит, накладывал эхо. Мне, кстати, из тех редакторов, которыми я возился, мне как-то больше всего понравилось накладывать эхо именно в Fruity Loops. Там как будто бы качество итогового звука выходит все-таки как-то лучше почему-то, нежели если, допустим, там делать в других программах. Ну и, соответственно, я вот этот звук этого эха, крика вот этого, мне он напоминает чем-то такое, знаете, крик Страйдера из Half-Life. Сделал его с эффектом эха, и он как бы тут так плавно появляется, значит, вначале основной звук начинается, вот этот обычный, вот, и потом идет эхо. То есть, видите, если, допустим, его вот включить одного. Видите, что, ну, такой небольшой, чтобы эхо оставалось, а вот, собственно, оригинальный. Вот, и там уже начинается какой-то крик, вот, там мне нужно было, чтобы, ну, эхо продолжалось. Вот, собственно, дальше сцена идет, где поднимается Эльстер, начинаются помехи. И далее я использовал прием, который часто используется в анимешках от студии Shaft. Вот, известные по таким работам, как Баки Моногатари, если вы вдруг слышали. Вот. Я в целом, когда играл в Signalis, одна из вещей, которая мне понравилась, это вот именно монтаж такой психоделический, вот. И там было много приемов, которые вот, тоже нередко использовались и в Моногатаре, вот, и вот в подобном творчестве. И меня вот, собственно, тоже это особенно вдохновило, как так, ну, привлекло внимание, вот это все, так сказать, какая-то вот необычность, такие вот эти часто сменяющиеся кадры, всякие буквы, вот эти пояснения, комментарии какие-то, вот, то есть, как бы, что вместо какого-то действия, допустим, на экране показывается надпись с этим действием, то есть, вот, и прочее. Ну, что-то в этом всем есть. Вот, и, соответственно, я вначале думал как-то сделать сцену, где она поднимается или по лестнице полностью, или же потом показать, ну, или же просто монтаж, что раз и она уже там, ну, появилась, так сказать, на лестнице, уже как бы поднялась, вот, а потом я как-то подумал, ну-ка, раз уж как бы тут мне все это отсылает ментально на Моногатари, так сказать, ментально-визуально, вот, думаю, и давно, знаете, что-то хотелось такое сделать в стиле Моногатари, вот это в стиле вот, студии Shaft, вот, и тут как раз-таки я делаю эту пародию на Signalis, а Signalis чем-то вот похоже в монтаже на анимешки студии Shaft, и думаю, блин, ну, по-моему, это отличная возможность себя попробовать в этом. Да, ну и, соответственно, когда она поднимается, потом резко появляются, значит, иероглифы. Вот это через Google переводил, по-моему, вроде как восходит, поднимается почему-либо, что-то такое. Это, по-моему, да, на китайский переводил, не на японский, потому что вроде как много были на канди, как бы вроде как китайский язык. Еще, кстати, я пользовался статьей одной полезной. Человек там в Стиме перевел все надписи из игры, из Сигналиса, которые были на немецком и на китайском. Вот. И, соответственно, некоторые я даже использовал, так сказать, как... ну, копировал их текст, чтобы вот, ну, уже, соответственно, создавал слой изображения с этим вот иероглифом, с этим, с канти, с этим по отдельности. Вот, но мы к этому еще подойдем, потому что это чуть дальше. Вот. Ну и как бы вот эта тряска букв вот это поднимается, вот внизу кадр 23. 23, но не потому, что там 25 кадр, а, ну, просто, как, знаете, магическое число 23, все такое вот это. Да, резкая тряска, значит, соответственно, букв вот этих, вот, Shaft очень тоже это любит, у них там, значит, появляется какой-то фон сзади,
формате, вот, и какое-то действие там описывается, там, не знаю, там, сказать, улыбнулась, там, говорит нам, да, вот, и там быстро трясутся буквы, вот, там, черный, белый, вот, эта история закончится плохо, вот, да, и, соответственно, вот этот звук помех. Вот. Там вообще часто вот в Моногатаре, когда появлялись какие-то надписи, вот там обычно они сопровождались каким-то шумом. Вот. Я уж не знаю, что конкретно они использовали. Ну, что-то это похоже на быстро какие-то там, да, вот эти всякие помехи и прочее. Но я решил взять звук помех, в общем-то, и быстро его ускорить. То есть получается, что если его немножко замедлить, ну, вернуть в состояние нормы. Вот. Я в итоге его, ну, ускорил. Такое, ну, что-то быстрое получилось. Что я хочу добавить по поводу вот этой всей анимации в стиле шафт, всей их вот этой подачи. Знаете, когда я начал здесь это делать, я понял, что, хотя мне нравится весь этот монтаж шафт, и мне показалось, что я, в общем-то, примерно понял его, по какому принципу он действует, но когда я начал все это делать сам, я осознал, что, блин, тут надо быть либо очень творческим человеком, прям таким неординарным, либо нужно быть даже поехавшим, что ли, немножко, ну, в данном случае в хорошем смысле, потому что я действительно, я хотел какие-то, знаете, сцены сделать вот с уклоном на вот анимацию шафт, монтаж шафт, вот, все это как-то сделать, привести к общему знаменателю среднестатистический такой образ еще к тому же и монтажа Сигналиса. У меня было на что опираться, казалось бы, вот готовые образы, бери и делай, так сказать, вот. Но поскольку я все эти сцены, соответственно, менял в соответствии с нужным мне тут сюжетом в этой анимации, нужно было какие-то сцены показать иначе, чем они были в оригинальной игре, вот. И вот в этот момент вступает как раз-таки моя вольная интерпретация подобных событий, как это можно изобразить в монтаже. И вот в этих сценах, собственно, где я, казалось бы, мог поразвлекаться и применить какие-то вот эти приемы монтажа и шафта, и какой-то от себя тоже внести, так сказать, что-то свое. В итоге я понял, что я там застопоривался, я как-то не знал, как это изобразить. То есть, вроде, да, сделай буквы, да, сделай какой-то вот фон, сделай какое-то вот движение. Казалось бы, ну, просто, так сказать, такое, ну, нужно просто что-то по духу подходящее, что-то такое просто иначе интерпретируемое, да, так сказать, вот. Ну, то есть, как мы привыкли, с примером, с тем же подъемом, да, как мы привыкли, идет человек по лестнице, и мы видим, как там, допустим, камера переходит на его там ноги, например, он там поднимается и прочее, да, так сказать, вот, и он вот поднялся. В подобном монтаже, необычном, то есть, и применяется, что там, допустим, какой-то фон, да, появляется там ступни, например, какой-то другой цветовой гамме, так сказать, в инверсии в какой-то там, да, какой вот другой ракурс съемки, там сверху или вообще там даже снизу, так сказать, как будто бы нету пола, вот, и все это в каком-то там, допустим, стилистическом вот этом приеме сделано, вот, то есть какая-то тут необычная, да, вот эта подача, и казалось бы, тоже попробуй, повтори это, ну, просто, так сказать, возьми и сделай как бы обычное движение, как бы не так, как мы привыкли его видеть обычно, да, так сказать, в ровно последовательном, да, там, кино, в анимации, а именно сделать как-то вот иначе, вот, то есть, как бы, чтобы оставалось вот действие, как бы, вот, ну, поданное по-другому. Но когда я начинал все это делать, в итоге вроде бы сделал, а смотрится не так. То есть не так, как вот от студии Шафт, то есть не так, как даже в Сигналисе, да, то есть как бы вроде бы я повторил, вроде бы по духу похоже, да, так сказать, вот какое-то действие сохранилось, да, но это не то. То есть нет какого-то вот стиля, нету какого-то, вот, понимаете, чего-то необычного такого, знаете, нет что-то такого, чтобы душу захватывало, что как бы ты смотришь и такой, да-да-да, я понял, происходит сейчас вот это действие, но просто вот по-другому интерпретированное, так сказать, вот как-то так, как ты не ожидаешь больше всего этого, вот так у меня не получилось, вот, и хотя я вроде даже специально сидел и обдумывал, как бы мне сделать все вот эти приемы, так сказать, как бы мне вот так, ну, чтобы это все-таки, опираясь к тому же на Сигналис, вот, как бы так все это сделать, чтобы сохранить и дух Сигналиса, вот, но сделать что-то внести еще и необычное. И в итоге, даже казалось бы, что я на что-то опирался, все равно это все вышло очень трудно, что я не мог никак придумать какие-то вот сцены, как мне их иначе интерпретировать. Сидел, даже бывало, сделал сцену, смотрю, ну, какая-то дичь, то есть как-то выглядит как-то тускло. Вот, так что я не знаю, то ли это из-за того, что я делаю я, и как-то, знаете, уже нет такого эффекта вау, то есть что как бы необычно, меня удивили, так сказать, вот, я не ожидал такой визуализации, вот. Я это сделал, и мне уже как-то это кажется скучным, как-то вот, кажется чем-то не тем, вот.
то ли все-таки, ну, действительно, там какие-то вот в этом деле маэстро сидели, знали свое дело. И знаете, это вообще, что хочется добавить касательно вот такого вот монтажа, что вместо анимации, ну или съемок, например, если говорить про фильм, да, полноценного действия, где вот, да, поднимается героиня, например, да, ведь скажи, ну, согласитесь, труднее санимировать именно сцены, где она поднималась бы, так сказать, анимировать, как у нее там ноги поднимались по лестнице, да, так сказать, какой-то ракурс поменять, нарисовать задники для другого ракурса, ну, если мы сейчас говорим про анимацию, да, все это сложно, это все лишние кадры. Вот, это, например, как анимации от Миядзаки, там, да, всякие, то есть, что такие прям медленные, такие покадровые, такие плавные, вот, то есть, все сделано прям с точностью, прям до деталей, вот это чувствуется, такие, знаете, мелкие движения, которые придают какой-то реалистичности, какого-то этого быта, так сказать, вот. Проецируете, так сказать, такое на свою реальную жизнь, потому что многие действия, которые совершают герои, они как бы свойственны, ну, настоящим людям. То есть это все сложнее, безусловно. И, как по мне, в этом даже какая-то есть доля халтуры. То есть, что вместо вот этого всего, что я сейчас описал, да, просто взять и вставить там кадр, да, каких-то надписей, что якобы кто-то поднимается, все. Да, с одной стороны, халтурно, то есть, да, вместо покадровой и долгой анимации мы просто вставляем кадр. А с другой стороны, как эта халтура обставлена, вот, что как это сделано, что, знаете, обычно, когда халтурит, как бы, ну, как обычно схалтурили бы, поднимается вот героиня по лестнице, и в следующий кадр она поднялась, да, а шафты, например, да, не поленились, они там, допустим, нарисовали фон с какими-то деталями, и как-то там стильненько там, да, нарисовали какие-то вот действия вот эти, так сказать, ну, определенным образом. Да, они, допустим, проще, чем покадровая рисовка, ну, всяких движений и прочее, но все-таки стильно же выглядит, да, то есть вот что-то в этом есть, вроде халтурно, но зато какая халтура, как стильно, вот, и в итоге получается, что это как бы халтура превращается в действительно какой-то прием, и в итоге он не является халтурой, потому что это тоже трудно сделать. Я сейчас на собственном примере убедился, что да, не так уж это все и просто, даже вот эти все надписи и прочее вставлять, потому что надо как-то это продумать, а как это будет выглядеть. Но и то, я развлекался в основном только надписями, потому что как-то мне не хватило на большее, в то время как шафты, они там вообще как-то самыми разными интерпретациями бывают какими-то там знаками, эмблемами, какими-то там, сказать, резкими переходами, там, кислотными цветами какими-то, да, какой-то инверсией цветов, там, да, как-то все какой-то интересный, какой-то вот такой обработки, да, это все делают, что прям действительно все это необычно смотреть. Ну и главное, видите, что требуется какое-то все-таки, получается, креативное чутье, то есть какое-то воображение, чтобы вот продумать как-то сцену так, не как мы ее привыкли в обыденности видеть, а как-то вот необычно, но при этом, чтобы мы понимали, что происходит, да, вот. И опять-таки, повторюсь, на собственном примере убедился, что, в общем-то, да, действительно, это очень трудно, не так уж это, что взял и сделал, даже казалось бы, я повторял, казалось бы, я основывался на сигналисе, так сказать, вот уже все готово, возьми, сделай. А вот сделал, а не получилось. Не так оно выглядело, по-другому совершенно. Вот. Так что, ну, все-таки как бы какой-то или талант нужен, или какое-то даже безумие, потому что, я не знаю, сказать, как-то даже мозг не всегда догадывался до каких-то вот элементов, как их интерпретировать. И поэтому здесь, собственно, да, достаточно все просто, тривиальненько в плане вот творчества, имею в виду, что то есть какие-то вот буквы все время появлялись вместо каких-то иных цветовых схем и прочего, так сказать, каких-то интерпретаций иных. Вот. Ну, я в итоге все, что меня хватило на буквы. Хотя это все, конечно, тоже было очень трудно сделать. Вот, ну, может быть, в этом тоже есть какой-то определенный шарм, стиль, вот. Ну, и плюс, видите, если бы это была вольная какая-то анимация, может быть, я там как-то мог разбежаться побольше, ни на что не ориентируясь, и пытаясь уже, так сказать, воспроизвести анимацию студии Shaft, или монтаж студии Shaft, как вот лучше это назвать. Вот. А тут я все-таки еще старался, чтобы это все походило под сюжет Сигналиса, ну, такой измененный, так сказать, вот такой шуточный, юмористический, вот, и с отсылками на то, что было в самой игре. Вот, я еще частенько, допустим, ориентировался на мою запись из игры Сигналис, вот, чтобы посмотреть на приемы, какая там была цветовая гамма, какие буквы, какой шрифт у них был, так сказать, вот, особенно вот эта сцена, где вот она к кораблю идет, тоже вот на все это ориентировался, там, какая у них идет анимация. Вот, все тоже на это приходилось ориентироваться, чтобы примерно понять, как бы мне это воспроизвести. Я не пытался сделать прям, ну, досконально, прям вот один в один, но пытался как бы, да, ориентироваться на это. Вот, допустим, вот эта вот сцена, где Элиста, значит, такая прозрачная слегка, и у нее там, значит, на заднем плане фотографии, да, вот эти переходят. Тоже вот это я, соответственно, все пытался воспроизвести
тоже, да, где вот этот слой прозрачный Элистер, вот, и сзади, значит, проходит фотографии. Вот, ну, к этому мы еще вернемся. Ладно, я очень много разболтался касательно Shaft студии, вот, ну, потому что, опять-таки, мне показалось, что достаточно близкая тема, потому что их монтаж, вот, их подача, их анимация были чем-то похожи действительно на Signalis, вот. Ну, тут еще и Евангелион можно какой-нибудь вспомнить в целом-то, да, как бы, вот, ну, как бы такой артхаусный, необычный монтажик, вот. Ну, все это мне, конечно, нравится, все это я давно хотел попробовать как-нибудь сделать, а тут я вот создаю пародию, значит, на Signalis, и почему бы не воспользоваться этим. Так что может быть, если делать что-то оригинальное свое, может быть, там было бы проще разбежаться в плане вот какого-то необычной подачи. Но я вот сейчас так думаю, задним числом, создавая что-то с нуля, основываясь на какой-то своей идее, я сомневаюсь, что смог бы очень чего-то глубокое, какое-то необычное вот так интерпретировать, как это делает Shaft. Вот. Ну, еще не вечер, может быть, так сказать, опыта, так сказать, хотя бы на таком вот проекте набрался, может быть, что-то, какие-то новые идеи бы пришли для чего-нибудь другого, кто знает. Что же, продолжим, да, наш покадровый разбор анимации. Значит, да, потом появляются черные полосы, как это положено в Сигналисе. Вот, поначалу у нас 1920 на 1080, потом полосы появляются, все сужается кадр. Ну, звуки, соответственно, я записывал вот этого разговора из игры. Вот и даже, видите, у меня тут есть маленькие такие скрытые дорожечки. Вот я, ну, поставил эти фотографии, чтобы просто на них ориентироваться, что чей-то голос. Вот тут Эльстер, Ариана, Адлер. Вот. И, соответственно, их вот эти вот жужжания, набирание текста, вот это вот, так сказать, появление. Вот, и, соответственно, появляется текст. Да, еще трудность то, что из-за большого количества слоев, и вот особенно редактора с трудом справляется, допустим, ну, смотрите, появляется текст, да, сейчас я покажу, как это выглядит. Вот, примерно так выглядело в анимации, что, то есть я вставлял такой слой, как бы, что невидимка, и вот этот прямоугольничек должен был выходить, значит, такой двигаться дальше, так сказать, и появлялся текст. Вот, как можете видеть, он, оп, как бы все, и выявляет его. Для него такая операция достаточно сложная оказалась, вот. Хотя странно, некоторые бывают сложные эффекты хорошо при просмотре показывают, а некоторые прям так вот с трудом. Вот. И приходилось несколько раз это все пересматривать, все это подрубать, когда он наконец-таки прогрузит, сказать, не знаю, кэш или что он там прогружает, вот, и уже наконец-таки нормально, плавно всю эту анимацию появления текста мне обыграть. Вот. А то все-таки звук приходилось настраивать уже в самом конце, потому что вот когда я все смонтировал, вот тут уже без всяких лагов все-таки все это визуализируется. Вот. И уже приходилось там еще немножко настраивать повторно, вот, где должны стоять вот эти звуки с появлением текста. Вот. И тут даже можно заметить некоторые рассинхроны, там, допустим, вот здесь текст появлялся чуть раньше, чем появлялся звук. То есть еще, кстати, такая есть хитрость. Нам еще как-то в колледже рассказывали, вот, и я на своем примере убеждался. Вот сейчас я подготовил небольшой примерчик, чтобы пояснить, что я хочу сказать. В общем, если мне память не изменяет, примерно это работает так. Вот, допустим, да, есть какая-нибудь сцена. Ну, я хотел привести в пример что-то, например, там, с хлопанием в ладоши, потому что было бы проще. Ну, ладно, это потому что у меня здесь такого нету, где в ладоши хлопают, вот, поэтому давайте на примере текст, который появляется под музыку, да, вот смотрите. То есть там пам-пам-пам, да, и на каждый пам появляется текст. В общем, в чем фишка? Что мозг почему-то человека улавливает звуковую информацию быстрее, чем графическую. И, ну, прям на несколько миллисекунд, прям буквально незначительных, вот. Но при монтаже я вот замечал не раз, что это как-то влияет, вот особенно в те моменты, когда что-то должно появляться аккурат прямо, да, в какой-то звук там, да. Ну, вот, например, также вот там звук там хлопка в ладоши, там, да, и как это будет отображаться на видео. Фишка в чем? Поскольку мозг быстрее улавливает звук, и что тут, да, получается, да, у нас, смотрите, по звуковой волне можно понять, да, что вот этот вот момент, когда нажимают сильно на клавиши, там, пам, да, вот это происходит, вот, он слегка дальше, прям на чуть-чуть, но дальше, чем появляется текст, потому что по логике, да, как, мы должны поставить как-то так, да, допустим,
Вот. И почему-то мозг будет это воспринимать, как будто бы звук появился слишком рано. То есть появился пам, и запоздало появляется картинка. Вот. То есть вот так это будет мозг воспринимать. И поэтому нужно, чтобы звук чуть-чуть прям, да, как бы вот этот нужный, который нам, да, ну, или, допустим, здесь бы был удар в ладоши, да, так сказать, допустим, вот на эту секунду, да, вот кто-то бьет в ладоши, да, сам звук хлопка должен произойти не тут, как это казалось бы по логике, да, что, ну, раз здесь появляется кадр, значит, здесь должен быть звук, но нет, звук должен быть на прям чуть-чуть, на несколько кадриков, да, может на один, может быть на два, вот, ну подальше. И вот тогда мозг это воспринимает, что да, действительно ты смотришь, как будто бы, оп, там, да, какой, и, ну, удар в ладоши произошло. Ну, в данном случае появились буквы под музыку, да. То есть, поэтому вначале ставим картинку, мозг ее получает, обрабатывает, и следующие секунды уже, ну, миллисекунды, идет, соответственно, звук. То есть, вот, и тогда он все это объединяет в единую картинку. То есть, видите, казалось бы, да, логично поставить вот этот удар, значит, такой по клавише, да, вот сюда, вот так вот, да, чтобы он был. Вот. Ну, при рендеринге, да, потом ты смотришь, когда все это уже... Не, ну, даже в предпросмотре, когда ты смотришь, ты замечаешь, что они... Не так, надо поставить чуть дальше. Вот. Ну, а здесь я вообще вот ошибся и слишком поздно поставил смену кадра, вот, и там это чувствуется, что она немножко позже появляется удара по клавишам. То есть, по идее, лучше было сделать как-то так. Вот. Ну, да, тоже у меня вот что. Да, ну и, соответственно, по вот этой всей логике, да, то есть, получается, что вначале поставить кадр, да. Ну вот, может быть, это плохо видно сейчас на записи, но уже я это ощущаю, что, да, появляется текст вот ровно под это. А если поставить его чуточку на несколько кадров позже, он как бы, можно заметить, что он немножко позже появляется, то есть не как положено. Ну, не очень хороший пример, но чем больше вы с таким возитесь, то замечаете, вот особенно, как я сказал, с шагами, с хлопками, с таким что-то, то, что должно синхронизироваться, да, под какие-то звуки, ощущаешь, вроде как бы нормально, но мозг чувствует что-то не то, какой-то рассинхрон. Ну, это уж, в принципе, если докапываться, может, кто-то, конечно, вообще не обращает на это внимания. Но я помню, да, что нам даже в колледже как-то вот рассказывали про эту хитрость, что вот есть такая фишка, что, да, мозг воспринимает звук быстрее на миллисекунды, вот такой, поэтому стоит на это ориентироваться тоже в таких моментах. Что же, возвращаемся к началу, к монтажу, вот, а то я все куда-то ухожу в дебри. Ну, в принципе, это все то, что я хотел вам рассказать, поэтому я так и так вам бы это рассказывал, вот, сейчас или позже, ну, как-то так вышло, что я стал это рассказывать сейчас. Вот, ну да, значит, все, текст, персонажи болтают. Вот, кстати, я об этом позже еще скажу во время записи Sims, потому что так вышло, что я планировал вроде бы вначале показывать декорации в Sims и только потом показывать монтаж, а потом я и там разболтался, тоже всякие истории стал рассказывать, и мне показалось, что более интереснее было бы начать именно с внутренности самого проекта, чем вот с декорацией в игре. Ну, я так подумал. Вот. В любом случае вы можете промотать, если вдруг что. Да, я об этом еще скажу, что вот это единственный кадр, который вот показывает, что недалеко от лестницы, значит, находится вот эта дыра, откуда Эльстер выходит. Вот. Потому что так вышло, что эта дыра, в общем-то, не понадобилась, а я ее сделал, вот, но хотелось как-то показать, что это вот то самое место с этой дырой, вот, и поэтому это единственное место, кадр, где, значит, поднимается вот эта камера и показывает так вот все и низ, и вверх, вот. Да, кстати, это мне особенно нравится, как вышла вот эта эмоция лица, вот. Кстати, я заодно расскажу, потому что я это, кажется, не рассказывал позже, при записи, значит, того, что Sims декорации и всего подобного. Значит, как создавались вот эти все эмоции лиц. Я им задавал, значит, с помощью читов, значит, состояние настроения, там, да, уверенный, там, счастливый, как там, да, вот это в особенностях, вот, ну, Sims 4. И они во время вот этих своих настроений, они там, значит, когда стоят в простой позе, да, около обычной, они начинают корчить лица, там, да, около, там, что-то ухмыляются, что-то смотрят в разные стороны. И я вот, в общем, подхватывал вот эти моменты, старался подхватить, чтобы они в какой-то нужной позе встали, да. Вот тут, например, сделал там ее злая, там, да, он такой, такая-то недовольная, такой, там, морду кривит, вот, я, оп, там, ее заскринил. И потом все это фотошопил. Сейчас, значит, мы подрубим, посмотрим.
Ну вот примерно один из проектов в фотошопе. Обычно как я делаю, ну, обычно, да, что я бы стал вырезать самого персонажа и ставить его на какой-то фон. Но поскольку тут у нас сплошной цвет, я подумал, что здесь более будет удобнее и целесообразнее, значит, делать каким образом цвет наслаивать. То есть вот, видите, скриншот, соответственно, который был сделан, да, как он выглядел примерно как-то так. Вот. И потом я, значит, обвел там персонажа, допустим. Ну, это не так просто, как вот сейчас я показываю, что вот обвел, да, и все, пару дел. Как всегда, вот это выделение волшебное, да, волшебная палочка, она там не так выделит. Где-то что-то уберет. Где-то что-то не дойдет. Ну, тут еще ладно, меня она хотя бы еще неплохо выделяет, но все-таки кто-то, например, уши плохо выделяет, она там то перевыделяет, то не выделяет. Потом, соответственно, все это приходилось так еще обрабатывать, вот это все так выделять. Каждый кадр. Еще я забыл, тьфу ты. Вот. Где-то там убирать. Что-то добавлять опять. Вот это все делать. Вот. Потом добавлял красный цвет, соответственно, появлялся. Ну, с ним что-то там, ну, допустим, где-то что-то не то, где-то его там, предположим, сейчас. Где-то его, предположим, было много, где-то вот так, да. Ну, так я, грубо говоря, там, да, вот так ухо было оторвано, там, например, да. Приходилось, соответственно, тоже все это потом пластичком очищать. Это вот так аккуратно. Ну, побольше, соответственно, ластик я брал. Вот. Где-то там дополнять, вот это потом опять вычищать, опять как-то не так. Ну, я, конечно, не маэстро в фотошопе, ну, как сказать, в своих навыках как смог. Вот, и раз, там, да, появлялась картинка итоговая. Вот. И так всех остальных, да, так сказать, такое, то Эльстер, там, да, с разными цветами, какие-то еще разные лица. Несколько вариантов, которые я пробовал. Я уж не помню, пользовался ими, не пользовался. Что-то я уж даже... По-моему, кстати, вот это вообще не вошло в релиз, вот это грустная Ариана. Вот. Ну, вот это вот лицо мне что-то больше всего понравилось, из которых я делал, и себе даже на аватарку поставил такое, знаете, надменное такое. Прости, но дальше ты не пройдешь. Тебе не положено. Вот. Как-то мне это позабавило больно это лицо, как оно вышло. Ну или всякие, знаете, моменты, что я решил, что было бы как-то стильнее, более, так сказать, если бы персонаж, так сказать, не просто тогда такой стоял, да, такой столбом, а такой появился из угла, такой хоба, такой, видите, как он такой, оп, так появляется, да. Я не рассчитал же на это изначально, так сказать, когда делал, ну, картинку. Как это все выглядело, сейчас покажу. Видите, вот это красный фон стоит здесь не просто так. Значит, без него получилось бы вот так, видите. Что как бы, ну, потому что фотография изначально, картинка не рассчитана на то, что здесь было бы красным. То есть тогда мне пришлось бы делать другое разрешение, там, да, это и прочее. В итоге выходило, что да, он, ну, вот так вот появлялся. Потому что я его сохранял как бы не отдельным слоем прозрачным, да, и ставил на фон, а я его в фотошопе делал весь всего в красном. Ну и, соответственно, добавлял на задний план красный цвет. Вот. И, соответственно, когда уже вот так покатывался, то, видите, все как будто бы все нормально, все как положено, как будто бы он отдельным слоем. Ну, конечно, отдельным слоем было бы проще руководить в любом случае, но при нарезке было бы, ну, много всяких, знаете, тут, мне кажется, с красным цветом почище выходило, то есть вот ты все это накрашиваешь, там, ну, так, я образно говоря, так сказать, оно так поплавнее, вот, а когда вырезаешь, там было бы много всяких вот таких, знаете, например, так покажу, да, всяких вот таких вот некрасивых штук, приходилось бы как-то замазывать, приходилось бы все это слои потом накладывать, ну, очень много всякой вот бубуйни всякой и прочего. И переходим, да, собственно, к самому вот основному, что еще здесь есть тоже в Сигналисе, буквы, названия. Вот, это не то, что я брал из интернета и вот так на коленке, раз такое, типа, вот вам все, вот вам буквы за 5 секунд. Тут целый процесс с ним происходил. Ну, сейчас покажу. Разные слова, да, вот. Вот как все эти слои выглядят, которые использовались в анимации, да, там, против ВС, там, да, Ариана Йонг, на английском, для английской версии создавал, для русской версии отдельно. То есть, да, я заранее, когда делал все эти надписи, я знал, что я хочу сделать английскую версию, ну, потому что, как всегда, я знаю, что с английским языком просмотрят больше людей, чем на русском, вот. Наши, как всегда, смотрят всякие тиктоки, херню всякую, вот такое. Наши, ну,
Правда, ладно. Ну, просто так выходит, что среднестатистически, что говорящих на английском выходит как-то людей больше в интернете сидит, они с большей вероятностью посмотрят, соответственно, когда для них на английском, то они с большей вероятностью увидят, как бы, вот это все дело. Хотя некоторые слои я, кстати, специально вставлял на кириллице, чтобы как бы, ну, в сигналисе там же помимо английского перевода и всяких канзи, там же еще были и непереведенные на английский немецкие слова. Вот, то есть, как бы, разработчики из Германии, немцы, и, значит, ставили свой язык. А я такой, а я что, хуже, что ли? А тут наше по-русскому ставлю, кириллицу, чтобы знали, что вот, тут делал русский, вот так вот, а все ваше тут западные, так сказать, такое все делают, как-то русских на задний план, так сказать, что вот, наши тоже, так сказать, тут такое, всякие тонкие проекты могут создавать, они вам не хухры-мухры. Вот, так что, в общем, да, ставил русский. Вот. Где-то так вышло, что мне вот показалось, что, например, шрифт русский, вот с Арианы Йон, например, да, выглядит лучше, чем на английском. Вот, хотя он больше, наверное, похож под то, что было в оригинале. Название букв, вот это, возможно, это игра, там, где в оригинале было, возможно, это ад. Тут, мне кажется, английская версия ближе к оригиналу, нежели русская, да, сказать. Ну, вот я пытался, еще, да, еще шрифты искал, то есть тоже потом лазил, сказать, чтобы, что было такое примерно похожее. Но, например, шрифт вот этот, да, он прям практически идентичен тому, что был в игре. То есть я прям посмотрел, прям практически один в один, там за исключением парочки букв. То есть, может быть, там какую-то модификацию этого шрифта использовали. Некоторые просто были очень похожи, я их использовал там, да, какие-нибудь там для иероглифов и прочее. Какие-то шрифты у меня еще оставались с видео, где я делал кавер Симбон Сакуры, вот поэтому, вот, в общем-то, по-моему, я их тоже использовал, эти шрифты. К этому, да, мы еще вернемся. Да, и самые разные, тут вот как бы отдельные слои, все вот эти, вот, всех этих букв, прочее. Соответственно, это не просто буквы вписал, тоже потом накладывал всякие там свечения, какая-то там выпуклость, это прочее. Вот этот, например, кадр, да, как создавал квадратик, его закрашивал в черный. Белый квадратик закрашивал в черный, чтобы такие линии оставались. И вот эти вот такие кусочки удалил. Мне показалось, что это будет как так, знаете, скобочки такие, как-то так. Чтобы стильненько было немножечко. Пусто вот этот пустой кадр, да, ну, помните тоже в сигналисе, кто играл. Был вот этот иероглиф в кружочке, там, значит, такое. Это пустой кадр. Этот кадр специально оставлен пустым. Вот, я решил просто использовать этот иероглиф, соответственно, который там, да, пусто, вот, там что-то пустота или как-то так, я уже забыл, как он там переводится. Вот, но вместо того, чтобы писать, этот кадр был специально оставлен пустым, я, значит, написал, да, слева на русском, справа на английском. Соответственно, такие слои я тоже не стал менять, для английской версии тоже оставил, сказать, чтобы было на русском, чтобы тоже знай наших, все дела, кириллицы, уважай русский, паскуда, и все такое. Да, и что к чему я хотел сказать, кстати, в студии Shaft, вот Баки Моногатари, особенно вот когда они делали, тоже были частенько кадры всякие, которые, значит, пустой кадр, то есть, ну, вот, например, в полнометражке, особенно вот эта история Ран, да, там они использовали тоже часто, значит, просто там, допустим, какой-то черный или белый цвет, там, да, и там это какой черный, белый, пусто. Эта история кончится плохо. Вот, то есть, как бы просто сказать такое. Здесь должен быть текст там такой вот, или что-то такое. Кстати, небольшое добавление к студии Shaft. Вот я сказал, да, про халтуру. Вот видите, с одной стороны, вот я сказал, да, что можно подумать, что халтура. А с другой стороны, да, у них бывают такие часто моменты, когда они делают какой-то хорошо прорисованный кадр, но он появляется за все аниме буквально вот тут на секунду, просто там, может быть, даже меньше секунды, и исчезает. И ты такой, блин, ну вот это круто, потому что, получается, кто-то не поленился, отрисовал кадр, вот этот полноценный, со всеми подробностями, вот такой, зная, ну, или не зная, то, что он появится всего лишь там вот буквально на 1 секунду, то есть вот такое, то есть, ну, всего эфирного времени, вот, то есть, ну, тоже, потому что обычно же как вот, всяких анимешках, да, в играх и прочее, сказать, эти япошки особенно любят халтурить, я заметил, когда в это все погружаешься, я вот уже, ну, отметил такую закономерность, там, где можно что-то
повторить, продублировать, где-то можно скопировать, вот, чтобы вот не создавать что-то новое, а они этим непременно воспользуются, они не будут создавать что-то новое, создавать что-то дополнительное. Если можно где-то взять из другого места, они возьмут, они не будут заново делать. Вот я это заметил очень часто, что, допустим, в каких-нибудь других проектах других стран, да, так сказать, когда делают не япошки, видно, да, так сказать, что это может быть сделано не очень хорошо, но, допустим, они видно, что вот им новый контент создают. Эти очень любят повторяться. Это прямо я заметил у них такое золотое правило. Вот. Время, деньги, все дела, вот, и, в общем, они, да, часто халтурят. А тут, смотрите, да, вот видите, что как я сказал, они могут подготовить подробный кадр, да, так сказать, вот, а он появится всего лишь там на секунду. И в целом у меня так и происходило в некотором смысле, потому что некоторые кадры, которые я создавал тоже, так сказать, пока все сделаешь, тоже это, ну, целый зашквар, и лишь для того, чтобы он появился на одну секунду. Вот, ну и поэтому это видео рассчитано на то, что для тех, кто вот таких, знаете, ценителей вот этого монтажа шафта или ценителей вот этого монтажа и, собственно, сигналиса, то, что нельзя просто пройти, посмотреть и все, да, сказать, такой, нет, ты должен останавливать каждый кадр и всматриваться, как бы, вдумываться, смысл его, так сказать, такой, подумать, сказать, такой, о чем он, сказать, такой, заметить какие-то детали, которые ты не можешь уловить при просмотре, потому что, ну, там буквально кадр секундный. Вот, и вот это особенно, знаете, радует вот этот поиск деталей, потому что ты смотришь такой, такой, я не заметил. То есть это можно заметить, лишь остановив, потому что, ну, это появляется настолько быстро, вот, и ты понимаешь, сколько уделено деталей одному кадру. Вот это меня радует, то есть как вот эта детализация, потому что это не то, что, знаете, вот, лишь бы напихать, так сказать, такое, что как бы вот, что лишь бы тебя отвлечь, так сказать, вот такое, лишь бы показать, что у нас контент, так сказать, а сами ничего не сделали. Нет, тут прям видно, что каждому кадру уделено внимание. Вот это, в общем-то, и радует. Да, из всяких подробностей, всяких интересностей, что можно отметить. Вот, допустим, когда появляется вот эта надпись «Ты уничтожишь семейный институт», тут, значит, Адлер, как в оригинале было, да, то есть там Адлер, и, значит, такие полосы были, я так понимаю, они подразумевали, что как бы это такая голосовая дорожка, что, знаете, как будто когда аудиозапись идет, там, да, проигрывается такой эквалайзер, как бы подразумевая, что это слова Адлера, то есть, как бы, вот, то есть там не показывается Адлер, да, показывается, что, как бы, это его слова, вот. Тоже к теме интерпретации всяких вот визуализаций, так сказать, как-то иначе. То есть можно было показать, что Адлер открывает рот, да, а нет, так сказать, так, красный кадр, и как будто бы Адлер говорит. Ну, вроде халтурно, а вроде стильно, то есть как бы что-то в этом есть. Ну, смотря как посмотреть, смотря что... Ну, все-таки, я думаю, тоже это такой интересный стиль все-таки. То есть, да и сам я понял, что создавать-то даже такое тоже не очень-то и просто. Может быть, даже было бы проще, допустим, снять, как он говорит, нежели, так сказать, да, вот всякие кадры создавать. Ну вот, и вместо вот этой вот дорожки эквалайзера я решил, значит, сделать QR-код, который, если отсканировать, ведет на мой канал в Ютубе, вот, то есть такая маленькая пасхалочка, вот, то есть я тут тоже, так сказать, я решил, как вот Шафт, как и разработчики Сигналиса, в всяких кадрах вставлять всякие тонкие пасхалочки, вот, чтобы как бы вот, кто вот внимательно будет по кадрам смотреть анимацию, то он заметит. Вот особенно, когда будет пробегать много-много кадров, мы сейчас к этому придем скоро. Да, примерно так, в общем-то, выглядит проект в фотошопе, то есть вот эти все буквы, вот мне всякие, видите, разные кучи эффектов, тут сцены, сейчас тут уберем, сцены там с битвой, там, да, вот эти всякие, так сказать, да, надписи. Ну, кстати, раз уж мы тут на них остановились, да, это появится, когда герои будут сражаться на столовых мечах. Там, значит, как это появляется постепенно, да, по слоям, то есть вначале такой один слой, потом там несколько других там, да, слоев, так сказать, появляется, потом, да, они отдельно, так сказать, потом следующий. Вот. На каждый слой наставлен эффект тряски, что они трясутся. Ну, опять-таки, как Шафт любит, все у них эти буквы трясутся. Хотя порой, знаете, вызывает даже какой-то смех, что да чего они все трясутся, так сказать, что у них тремор, так сказать, что не буквы все трясутся. Вот. Ну и, соответственно, тут, да, я хотел, значит, написать битву на всех языках, так сказать, такой, что вот такой, знаете, мультинациональность такая здесь, такая, так сказать, все языки собраны, так сказать. Ну, так, ладно, не все, ну, такие некоторые, которые я избрал. Вот. Не скажу, что тут много смысла в это вписывал, в выбор языков. Ну, что можно сказать? Русский, да, китайский, слева направо, японский, значит, это, кажется, вот это, да, так сказать, сверху вниз идет. Это корейский, немецкий, вот, греческий, это арабский. Кстати, вот если так смотреть издалека, ну, может быть, вы не согласитесь, но знаете вот эту фишку, типа, где когда что-то появляется
абстрактное, похожее на человеческие глаза и нос, то невольно создается иллюзия лица. Ну, там, например, там, как видит там всяких деревяшках, там, да, такое, всякие расплывчатые лица. И тут, когда вот я сделал эту всю картину такой, понимаете, это аллюзия, это лицо. Смотрите, глаз. Ой, я только сейчас осознал, кстати, что я мышку не включил, вот это такое, ну, курсор. Вы не видите, куда я указываю. Вот это как весь глаз, зрачок, второй глаз. Это такой рот, как челюсти, такие какие-то, не знаю, там какого-то этого кальмара, да, такой. Вот, какой-нибудь нос, вот такой вот. И какие-то вот эти очень черты лица, так сказать, такого вот такого. А это там, не знаю, морщины, например. То есть, понимаете, это лицо. Вот. В общем, что-то такое. Это у нас, кстати, татарский, сугыш, вот. И тут что-то у нас итальянский, испанский, французский, еще, кажется, этот филиппинский, кажется, тут есть, и, ну, это там такая локальная пасхалочка одна, вот, и еще какие-то, я уже забыл, какие тут я вставлял, вот, ну и все, в общем, да, сказать, что такое. В любом обличии, какой бы это ни был язык, но битва везде одна. Ну вот они, да, отдельные слои, получается, вот так я их выставлял. Этот с мечами тоже там, да, видите, как, допустим, меч, это отдельный слой, сейчас уберем. Вот, это такая, значит, световая палочка у нас, вот такой. Она, получается, вот так вот выдвигалась, раз, вот из этого меча, как бы, что он был выключен, потом, значит, такой, и в монтаже он там, так сказать, появлялся, как будто бы выходил. Сделал такой еще небольшой эффект для этих мечей, такой какой-то бумаги, ну, как будто бы, знаете, газетная вырезка, ну, как бы я что-то пытался такое создать, тоже ориентируясь на монтаж Monogatari, ну, в смысле, студии Shaft. Они тоже очень там часто любят какие-то вставлять вставки, фотографии. То есть, допустим, идет анимация, да, нарисованная, и у них оптом, да, какая-то вставка, там, животное, может быть, там, да, в форме фотографии, какой-то мягкая игрушка, может быть, какой-то фотографии сделана. То есть, такая, знаете, еще не очень аккуратно вырезанная такая, так сказать, вот такое, в общем, что-то тоже вот там такое, но определенный стиль создавала. Да, вот этот, в общем-то, о котором я рассказывал, кубик этот такой, квадратик, вот. Всякие разные языки, соответственно, подготавливал. Видите, на них всякие эффекты. Вот видите, выбираем эффект, уже все, ну просто буквы. Вот. И да, возвращаясь, кстати, к информации о том, что... помните, говорил про то, что в Стиме писал один человек гайд, значит, перевод всех, значит, китайских и немецких слов. То я, в общем, туда шел, когда мне нужно было взять что-то там... подходящий. Ну, допустим, ярость, это, кажется, я уже через переводчик делал, да, а всякие там, знаете, вот это пусто, например, да, вот это иероглиф чисто вот из Сигналиса, вот такое. Я нашел в этой статье его, сверил, ну, что он действительно похож, вот, использовал его, вот, сказать, в нужном контексте, вот. И некоторые, которые по контексту подходили, да, вот, собственно, я их вот брал из той статьи, чтобы, сказать, ну, зачем мне что-то выдумывать, если уже, сказать, есть готовый текст. Возможно, ну да, возможно, это игра. Ну, как бы, что в игре было в Сигналисе. Возможно, это ад, как бы, ну, это же Sims, то, возможно, это игра. Вот такая шуточка. Вот и разные, да, вот такой монтаж всяких вот этих вот вставочек. Вот. Что-то, что не вошло в релиз. Кстати, вот этот глаз тоже я потом покажу в самом конце сценку одну, что я планировал сделать, значит, такой эффект, что когда камера смотрит с неба, я думал наложить такой эффект глаза, как будто бы, знаете, это как вот в секретной концовке Артефакт, значит, там можно увидеть в Сигналисе, глаз смотрит, да, за всем происходящим. И я думал, что как бы тут эффект, что как бы за всем этим происходящим смотрит глаз, вот это нечто, вот. Но потом я подумал, что после боя и всех вот этих психоделических сцен, там потом идет такое плавная сцена спокойная, и мне как-то не хотелось ее уж слишком нагружать какими-то странными эффектами, решил отказаться от этой идеи, ну, как-то не эстетично она смотрелась. Ну да, и вот варианты, кстати, обложек, то есть вот вначале так они стояли сбоку, потом слева Ариана появлялась, потом решил ее поставить как-то справа, вот, чтобы они все в одном месте были, немножко обелить ей волосы, вот. Выходит, что этот, ну, ромбик в стиле Sims это знак Пенроуза, да, невозможная фигура Пенроуза, я их просто, ну, два вот этих треугольника объединил в один, так сказать, получился ромб, ну, и растянул, соответственно, вот. Ну, как просто, я говорю просто, то есть вот, ну, что слово паразит.
А так, ну, согласитесь, просто когда ты это сделал просто хихихаха ради шутки за 5 минут и отправил там в Reddit, там, да, не знаю, ВКонтакт, куда угодно, вот, это одно, да. Ты на это потратил, допустим, ну, не очень много времени, повозился, так сказать, такой вот сделал, отправил хихихаха. Но это маленький кадр, ну, это я сейчас, это обложки, это не то, да, ну, допустим, про эти кадры. Это маленький кадр, но все видео на 7 минут, да, и в итоге получается, что как бы ты потратил уже какой-то определенный такой промежуток времени на создание какого-то одного кадра и понимаешь, что это всего лишь один кадр, который появится на несколько секунд, вот, и вот такие моменты просто уже какой-то охреневал, просто уставал, просто когда все это делаешь, эти кадры. Думаешь, как лучше это интерпретировать, а ты еще записывал игру, а еще надо постараться как бы сделать так, чтобы оно духовно как-то было похоже на Сигналис как-никак, вот, и ты уже запариваешься, заклебываешься, а не могу видеть этот проект, я поэтому долго его еще делал по причине, ну, как бы он сам по себе долго создавался, но еще приходилось отдыхать время от времени, потому что я уже не мог просто видеть Сигналис уже меня просто от него тошнило, вот. Потом возвращался с новыми силами, так сказать, вдохновленный. Так, к этому мы еще вернемся, к картинам. Да, это, собственно, картины, которые появляются в быстрых кадрах. К этому мы подойдем. Ладно, тогда продолжим, а то я что-то опять все заболтался. Да, касательно глюков всяких, да, вот что тут еще можно рассказать. Тоже создавал их некоторые глюки. Ну, я вначале думал без глюков, потом решил все-таки сделать всякие гличи, глюки, вот эти баги, букв, как, собственно, это было в оригинале. Ну, попытаться, может быть, по-своему сделать, так примерно, что-то отсылающее. Ну да, вот я, значит, на втором слое сделал, значит, отдельные выборочные выделения вот этих вот мест, которые должны показываться для второго слоя. И они слегка так подергивались. Раз, такие как бы вот. И получается, что они здесь как бы появлялись, видите, такой, и слегка так дрожали и перемещались в пространстве. То есть вот что такое, немножко такой на слой. Вот. Но я потом эти места с багами, потом, ну, соответственно, трендерил, да, ставил их, значит, на основную дорожку и еще добавлял багов. То есть, соответственно, некоторые, это у меня есть библиотека всяких гличей, вот, всякие разные. Ну, как вы понимаете, да, они все, так сказать, на черном фоне, вот, и, соответственно, черный фон тоже нужно вырезать, желательно, так сказать, вот так, они не на зеленом, потому что тут некоторые есть футажи, да, на зеленом, ты зеленый фон вырезаешь, тоже добавляешь что-то, разделить по цветовому тону, вот, и где-то там, соответственно, их инвертировал, где-то нужно было выделить какую-то область определенную, так сказать, вот, ну, вот, например, да, момент, где я падаю, да, например, вот. Да, тут, в общем, я обыграл небольшой лаг в игре, потому что, значит, когда мой персонаж падал, да, такое, сейчас, кажется, это здесь, да, когда персонаж падал, раз, видите, и у меня провисла игра в этот момент, как бы, и он такой несколько секунд стоит, и там отвисает и падает, вот. И я решил это обыграть, как бы, в глюках, что сказать, такое, ну, как, собственно, в Сигналисе тоже, так сказать, все вот эти вот монстры и прочие, они время от времени, так сказать, у них изображение такое искажалось, какие-то черные какие-то там были прослоечки какие-то такие, так сказать, эти артефакты, вот, и я решил все это, собственно, и обыграть таким моментом, что как бы все, он вышел из строя, этот андроид, вот, и видите, тоже, значит, такое, выбрал определенную область, вот, в каком месте она должна была отображаться, вот. Все, он пролагал, какие-то глюки. Видите, да, сказать, он тут встал, и тут какие-то вот эти появляются глюки, что вот такой сбой системы, то есть вот он падает. То есть, ну, в общем-то, тоже обыграл таким моментом. Тоже всячески тут добавлял глюки разные, вот. Где-то добавлял с помощью вот этих вот футажей, да, а где-то еще и создавал сам, да, то есть, например, так, кажется, это здесь, что ли. Вот. Ну да-да-да, вот, пожалуйста. Смотрите, да, появляется ярость. Как это все было? Вначале ярость была, ну, такая просто, да, вот стояла и слегка тряслась, да. Что я сделал? Порезал ее на несколько кусочков, вот таких сделал. Значит, выбрал кусочки, которые должны появляться. Черный цвет, который появляется на буквах, да, видите, он появляется. И, кстати, видите, я специально сделал, что как бы слегка так исчезают вот эти, так сказать, баги, они сразу вот так вот, раз, да, потому что так было, собственно, вот в этой сцене в игре,
Ну, только не в этой конкретной сцене, там, значит, когда Адлер целует, значит, в лоб Фальке, потом, значит, такое, он говорит, я не ношу маски, вот, и там как-то было, я ненавижу все, вот, там появляется такая, значит, надпись такая трясущаяся, вот, ну, тут я изменил ярость, вот, я ненавижу все, ярость, вот, и там, значит, время от времени появлялись такие, я заметил при ближайшем рассмотрении вот эти вот баги черные, так сказать, артефакты, и они время от времени не сразу исчезали, а вот так вот плавно, так, оп, такие, как бы, ну, в невидимость уходили, ну, соответственно, я это повторил. Вот. И как бы, то есть, что-то рассинхрон происходит, тут вот эти, значит, буквы, ну, куски текста куда-то убегают, так сказать, из кадра, все куда-то в разные стороны расходятся, вот опять вот эти какие-то черные баги, вот такой, так сказать, вот тоже, то есть все вот эти вот, ну, отдельные кусочки, так сказать, все это, я их время от времени менял, их положение, что там было вырезано. И вот разные такие всякие, да, баги. Где-то просто вот появляются шумы, какие-то вот так, помехи. Вот так это примерно выглядит. Вот. Одно из тоже сложных таких, типа, где... Ну, вот сейчас уберем вот эти шумы, чтобы они не мешались. Там, видите, такие тут появляются в разных местах. То здесь, то так, да, видите, они в разных местах. Вот эти выделения, где они должны... Не просто, чтобы весь экран был вот в шуме, а вот некоторые только места. Вот. Уберем пока, чтобы не мешалось. Вот, тоже тут где-то вот убирал, наслаивал, чтобы как-то они там появлялись, то они там перемещаются резко, где, в общем, да, видите, такие, как бы, что артефакты появляются, текст исчезается, все, так сказать, такое, идет сражение, там сцена битвы, так сказать, такое, вот такое, андроиды выходят из строя, что-то в таком духе, здесь перемещается, вспомнил, вот, видите, оно так слегка двигается, да, так сказать, все это тоже такое было анимировано, ну вот, да, видите, да, так сказать, что оно тут двигается, раз там, да, вот это вот выделена эта область, так сказать, определенная. Шум пленки такой из определенной степени, так сказать, переходит прям совсем усиленную, что прям, сейчас сказать, полнейший дичь. Ну да, и, кстати, я же, видите, это накладывал на уже готовый отрендеренный материал с черными полосками. Соответственно, это когда я рендерил, нужно было опять подрубить черные полоски. Так, раз, все, чтобы это было примерно так. Вот. Значит, глюки, да, в общем, вот такие глюки были. На чем мы остановились? Да, возможно, это игра. Драка, про драку и световые мечи я все расскажу, когда Sims буду показывать, потому что я уже там рассказал. Я говорю, я планировал как бы вначале поставить, что я рассказываю про Sims, а потом про монтаж, но потом решил местами поменять, поэтому там немножечко может рассинхрон быть. На все вот эти красные фоны я наслаивал еще... где он тут винтаж, вот, потому что без них, видите, как-то, ну, сыровато выходило, я еще виньетку добавлял, ну, винтаж и виньетку, ну да, в общем, вот это вот затенение, как-то с виньеткой все лучше становилось, где-то ее, ну, редактировал, чтобы ее поменьше было, вот, в каких-то местах убирал вроде бы, вот, экран расширяется до 1080, и, оба, появляется Адлер, он еще не умер, битва, вот, и, соответственно, да, световые мечи. Вот. Почему световые мечи, опять-таки, я расскажу позже, в Sims уже, там я уже все поясню. И, кстати, возможно, кто-то подумает, что я взял все звуки, значит, мечей из записи игры. Но нет, я их делал с нуля, то есть, ну, заново, ну, приходилось искать, соответственно, все эти звуки световых мечей. Где-то из видосиков, где-то у меня были из игр, так сказать, вот. А мне нужны были самые разные, так сказать, для разных целей. В общем, тоже с этим замучился. Тоже был такой сложный один из сложных моментов, мне кажется, со звуком, потому что вот именно как вот грамотно расставить вот эти звуки удара световых мечей, жужжаний, там, да, прочее, таким образом, знаете, чтобы не было там 3 звука, которые повторяются из раза в раз. Сейчас я вам покажу. Примерно бой выглядел так, да, то есть вот можете услышать звуки сейчас. Да, и, соответственно, потом я все это уже из своей, скажем так, собранной библиотеки все тут выставлял, где-то повышал тональность, где-то эхо добавлял, потом отдельно перерендеривал, да, громкость, соответственно, тут самую разную, вот. И я до сих пор не скажу, что я доволен как-то получившимся эффектом, но в целом, ладно, хотя бы добротно, просто это был этап, когда я уже настолько заколебался от всего этого проекта, что мне хотелось его уже довести до конца, вот.
Ну и в целом я люблю Звездные войны, поэтому была такая приятная возможность немножечко посоздавать что-то связанное с Звездными войнами. Ну и давайте можно заодно послушать, как это все выглядит отдельно, без музыки. Кстати, были забавные сцены, когда там, допустим, вот буквально здесь, да, вот так вот, да, переворачивается камера, и там буквально через несколько потом минут и какая-то девочка идет там на заднем плане, вот, и смотрит на съемки происходящие. Ну, как бы не на съемки, она просто смотрит куда-то в сторону на нас. Вот, потому что там так выходит, что вот этот вот задний план, он как раз точка, где проходят люди. То есть вот там почему-то в той местности любил кто-то шляться обязательно. Поэтому я старался как бы, то есть камеру держать куда-то подальше от этого места. Вот. Ну, тут вроде как вышел неплохой такой момент. Собственно, почему у Адлера синий меч, а у Элистер красный? Ну, тут, пожалуй, это кивок еще в сторону того, что в целом-то мне понравился персонаж Адлера. Я достаточно удивлен, почему его в сообществе Сигналиса, почему его не любят и высмеивают. Вот. Как на мой взгляд, это же получается единственный персонаж, который сохранил рассудок и как-то старался предотвратить всю эту катастрофу, потому что она вела какое-то вообще, ну, жуткое изменение реальности. То есть он единственный, у кого хватило какого-то терпения, самообладания, какого-то спокойствия разума, чтобы вообще разобраться, что происходит, что они попали в какую-то петлю времени, что происходит какая-то дичь. Вот, и что примерно эта дичь стоит за вот этими хождениями Элистер, так сказать, вот из дыры, так сказать, куда-то, так сказать, там вот за вот эту арку, вот, с лестницы. Вот он ее пытался остановить, и вот, и он, собственно, говорил, что, блин, мир этого уже не может терпеть, так сказать, ты его уничтожишь к херам, если сейчас опять отступишь, так сказать, ты опять начнешь перезагрузку мира, ну и что-то в таком духе, он, наверное, понимал, что что-то примерно происходит, что-то связанное с ней, что ты сейчас к херам все уничтожишь. Да, а в итоге что это происходило? Весь мир рушился и изничтожался по вине двух каких-то лесбиянок, которые, значит, должны были аккуратненько выпилиться, вместо этого не выпилились, ну ладно, винить их не буду, как бы, ну, понятное дело, а кому хочется умирать. В итоге довелось до состояния того, что, да, Риана превратила реальность в сплошной фарш, вот, и фарш, и фарс, и все там есть. Эльстер, которая никак не могла убить Риану, значит, заставляла вновь и вновь реальность перезапускаться, живущих в ней людей, ну или андроидов, да, мучиться, вот, и вся эта сцена, вся эта драма тупо происходила из-за того, что из каких-то вот влюбленных друг в друга лесбиянок, то есть они все это проходили из-за своих каких-то вот эгоистичных эмоций, из эгоистичных чувств по отношению друг к другу, и им было плевать, что там кто-то страдает, что там кто-то куча раз перезапускается. Окей, они там, допустим, не любят вот это государство, они его ненавидят и прочее, прочее, но только люди, живущие в нем, так сказать, и андроиды, живущие в нем, они в итоге в адухе жили, так сказать, вот тупо из-за того, что, да, у них тут какая-то любовная драма произошла, так сказать. И в итоге Адлер, как бы, ну, встал, ну, попытался что-то с этим сделать, попытался это исправить. И неважно, в своих интересах, не своих, так сказать, это были, по сути, это интересы общие, так сказать, вот, чтобы реальность перестала мучиться, так сказать, она и так настрадалась, вот, остановить деградацию реальности, вот, так что я считаю, что это достаточно даже положительный персонаж, то есть, по сути, это мы играем со злодеев, то есть, получается, мы играем со злодейку, вот, и тут даже не вопрос в том, что лесбиянки, не лесбиянки, то суть-то даже не в этом, так сказать, ну, в данном контексте я имею в виду злодея и добрячка, потому что, ну, действительно, она эгоистично просто преследовала свои какие-то любовные интересы и сказала, да срала я на весь мир. Ну, не сказать, что я ее не понимаю в этом смысле, вот, как бы, вот, ну, факт просто, да, что, как бы, кто на чьей стороне, что, как бы, и в каких целях. Вот, поэтому я считаю все-таки, что Адлер такой достаточно положительный персонаж, ну, просто вот
выполнял то, что должен был, так сказать, то, что мог, так сказать, чтобы остановить вот эту всю деградацию реальности. Вот. Я поэтому не очень понимаю, когда некоторые считают его каким-то злодеем и прочее. И в этой анимации, да, я как бы шуточно, конечно, сделал вот эту всю концепцию, что он ее останавливает, дальше ты не пройдешь, вот, что он с ней сражается. Все это, конечно, сделано ради шутки. Натирают ему задницу по причине того, что не потому, что я так хотел, а потому, что так происходит в сюжете, как бы, вот, и как бы я с соответствующим контекстом и текстом как бы подметил, что, так сказать, такое, да, ты его победил, ты победил Адлера, но, так сказать, такое, какой ценой, так сказать, и что будет дальше, вот, что он пытался остановить неизбежное, а ты вот шутка шуткой, да в ней намек. Добрый молодец урок, вот, что ты уничтожишь семейный институт, все дела, так сказать, такое, вот, долой вот эту вот всякую лесбийскую пропаганду. Ну, насчет этого всего я писал огромную статью касательно рассуждений. Ну, в целом, несмотря на сюжет, кто-то считает, что тут не важно, что они лесбиянки, и тут как бы, ну, тут вопрос в другом. Но я внимательно, так сказать, еще раз потом переигрывал игру, читал Википедию, сам делал какие-то выводы, всякие разные статьи читал. Я пришел к выводу, что нет, там с легкостью могли быть нормальные отношения, так сказать, вот, ну, без всякого вот этого однополого. То есть можно было запросто сделать, вот, ну, классическую пару можно было сделать достаточно запросто. Вот. А тут именно авторы целенаправленно, вот им хотелось вот воплотить в реальность свои вот эти всякие фетиши, свои идеи. То, что игра получилась, да, глубокой, с интересной историей, качественно сделанная и прочее, и учитывая количество людей, да, безусловно. Ну, тут я как бы, ну, руку пожимаю, сказать, ну, тут, сказать, я всегда отмечу талант там, где он есть. Вот. Но за пропаганду антисоветскую и за пропаганду вот этого ЛГБТ, ну, порицаю, конечно. Вот. Поэтому как-то я тут это, ну, шутка-шуткой, ну, как бы высмеял, как бы, вот эту активную тему. То есть, знаете, игра как бы хочет сказать, вот это оригинально, что нет, понимаете, лесбиянство тут ни при чем, это как бы, это не важно, история не про это, но в итоге это получается, что вы это внедрили, а зачем вы это внедрили, зачем это, то есть, что, почему история нуждалась в этом, почему история нуждалась вот именно в связи двух женщин, ну, видите, ну, и это уж я так кратко сейчас сказал, потому что у меня там есть серия большая статья, у меня в группе ВКонтакте, вот, заходите, посмотрите, если интересно, вот, я там писал все подробно. Ладно, давайте продолжим дальше, вот, значит, битва на световых мечах, потом, значит, с этим вот, я просто думал, что сюда вставить, а то сцена насилия как-то уже, ну, часто очень повторяется. Ну, как бы вы поняли, да, то есть идет накал такой, так сказать, появление от этого текста. Значит, вначале сцена насилия, да, такой ее подглючивает, потом уже такая, ну, агрессивная сцена насилия, такой прям аж накал идет там, да, такое. И в самом конце все, когда такое, ну, произошло убийство, тишина, вот, и все это такое, ну, надпись такая, такое, без всяких содроганий, просто, так сказать, ну, идет куда-то в бесконечность. Вот, а здесь такой прием, значит, был сделан. Слушайте. Слышите этот звук? Сейчас попробую еще. Видите, такой как бы звук такой, знаете, он как бы переходящий такой, ну-ка. Да, он как будто бы еще, знаете, из левого в правое ухо еще идет такой, такой, знаете, как будто бы такой звук какого-то металлического какого-то, или, я не знаю, клинка, или что это какой-то, или какой-то такой космический какой-то звук какой-то такой, такой какой-то вот, ну, какой-то переход такой, перелив такой, да, вот, и у меня какая-то идея появилась, что вначале я тут ставил просто вот эту эмблему, так сказать, такое, что она светилась, вот это, вот, сказать, такой, ну, шестиугольник, вот, а потом я решил сделать такой переход плавный, сказать, что, ну, как будто бы, знаете, свет отражается, как бы, такой, как бы, ну, такой отсвечивает от этого куба, вот, ну, соответственно, сделал по принципу, что слой второй я сделал со свечением. Ну вот, если его отключить, видите, все, ну ничего не будет. Вот он идет вторым слоем, у него эффект свечения, вот, и, соответственно, он по ходу дела вот такой у нас переходит. Ну и как будто бы, да, такой, значит, свет такой осветил его. Этот же прием будет использоваться еще чуточку позже, но уже с белым шестиугольником и под другим углом пойдет, так сказать, не слева направо, там как-то по диагонали, что ли. Ну все, Адлера тут убивают. Вот насчет этой сцены, про что я хотел рассказать. Сцена получилась, да, видите, достаточно забавно.
Я, значит, хотел сделать эффект, что он там как-то умирает эпично. Думаю, что бы такое сделать. Ну, из команд нашел там, да, умереть и, значит, такую смерть вампира. Вот. Ну, я подумал, что ладно, это, наверное, больше... Да, потому что, знаете, если было выбирать смерть там от удушения, смерть еще чего-то там, да, смерть от голода, они, бывало, даже порой не проигрывали какие-то анимации конкретные, ну, думаю, из-за того, что они там не находились в определенном состоянии, в определенной поверхности, и они в итоге просто, ну, падали замертво, и все, и ничего не происходило. Как-то, ну, не то. Я в итоге, ну, остановился на том, что выбрал, да, смерть вампира, он там загорался, как-то выглядело эпично, но, видите, он падает, значит, на колени, из-за того, что он как бы долго горит, но игра числит, что он уже умер. То есть анимация проигрывается, но он как бы уже умер, появляется смерть. Потому что в Sims, когда умирают Симы... Ну да, я в конце, конечно, написал в анимации, что никто не пострадал. Ну, как бы, я же их воскресил, все, так сказать, никто не пострадал. Вот это все, понимаете, съемочный процесс, актеры играют. Вот, ну, да, но если говорить серьезно, то вот игровая особенность такая, что появляется смерть, вот. И как-то это все выглядело не очень красиво. В итоге, что я сделал? Наложил второй кадр, я картинку поставил. И получается, смотрите, как я ее сделал. Я ее тут в маске подрезал, вот, чтобы она спрятала смерть. Вот. А во второй, соответственно, сказать, происходит все вот это основное действие. Вот. И получается, что Элистер как бы уходит туда. То есть, видите, он такая прозрачная становится. То есть, вот не был, ну, это так произошло из-за особенностей, вот, что как бы она как будто бы уходит за вот эту колонну, а по идее, да, тут появляется смерть в это время. То есть, видите, тут такая вот фишка была. Это конец, все, да, как бы он умирает, все, и потом начинается следующая сцена. Кстати, заметьте, когда я выбирал музыку, тут достаточно интересно получилось. Значит, вначале идет вот этот проигрыш. Что получается, это один тот же проигрыш. То есть тут па па пам 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 пам, а тут просто медленно пам 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 пам. Вот, то есть вот, ну, получается, что как бы такая интерпретация интересная, что как бы такое начально, знаете, накал идет, так сказать, такое, что вот он умирает, как бы вот такая, ну, какая-то психоделическая такая, ну, отрешенная музыка, так сказать, все, так сказать, это конец, все, так сказать, такое. Семейный институт похерен, все, так сказать, такое, ну, семейные ценности позабыты. Вот, и уже начинается психодел. Вот. Ну, я бы не сказал, что тут сам посыл всей вот этой темы с какой-то агрессией, потому что тут все-таки это дело в более такой шуточной форме. Но опять-таки повторюсь, да, шутка шуткой, давний урок, давний намек, доброму молодцу урок, вот, что, как бы, в принципе-то, да, меня все это достаточно возмутило, вот, и я как-то все это заодно решил, как бы, в шуточной форме, да, обыграть, как бы, вот. А вот я уложил вот этих Эльстеров, ну, я уже про это расскажу потом позже, как я их уложил, но получается, что да, если коротко, то единственный способ, который смог найти, чтобы они легли, это была команда, значит, бодрости в 0, вот, и они сразу же падали в обморок от того, что они, так сказать, ну, сонные, вот, я их всех, значит, скинул, и они, соответственно, как бы у них, видите, буковки Z такие идут, как бы, вот, поднимаются, что они как бы спят, и они почему-то все в анимации, что раком встают, я не знаю, ну, такая, ну, анимация в Sims. Вот, этот шрифт практически идентичен тому, что из игры, но вот одна, кстати, из букв, которую я говорил, букв Б, да, вот она, ну, другая, так сказать, в игре другая буква Б, а все остальные буквы прям практически идентичны. Тут, кстати, анимация, как Эльстер, я ей сказал, нарисовать на снегу звезду, вот, и она подходит, и должна сейчас звезду нарисовать просто, так сказать, вот. Ну, я как бы решил это играть, что она такая ее там за руку держит, там пульс, там, не знаю, сказать, проверить. Хотя, знаете, мне это напоминает систему в Обливионе, как когда там кто-то умирал, персонажи там всякие могут пройти, так сказать, около трупа и потрогать его пульс, так сказать, такой, о боже, он мертв, там, да, какой-нибудь комментарий. Ну, почему-то всегда, когда они проверяют пульс, они трогают пятку, я не знаю, сказать, это случайно такое какое-то, ну, сколько раз не смотрел, всегда трогают пятку, то есть они подходят к пятке, такие, о боже, он умер, вот, и тут, ну, что-то такое похоже получилось, так как будто бы она к ней в задницу, что ли, лезет, я не знаю, ну, как смог, в общем, интерпретировал. Да, тут появляется Эльстер. Ну, тоже много слоев, соответственно, вначале была просто надпись, на которой наложил винтаж, потом добавил эффекта ВХС такого немножечко, чтобы как бы, ну, эффект пленочки.
Ну вот он такой. Ну не ВХС, а хотел ВХС, видите, тут такой ВХС-эффект, но тут я из него взял этот, получается, ну как помеха такая проходит, которая, по идее, была в оригинале. Вот, потом до сцены с появлениями Иллюстров, про нее тоже расскажу в том моменте, где я буду про Sims рассказывать, вот, как они поворачивались. Для них создавал комнату отдельную красную. Вот, и вот этот шрифт я оставил для английской и русской версии один, то есть, потому что он был в оригинале на немецком, я решил его сделать на русском. Знай наш, как говорится, вот. Да, эта сцена была, получается, где Эльстер, значит, была ранена, проснулась после ложной концовки, пошла, значит, себе руку, так сказать, новую брать из другой себя, вот, и там как бы что, ты, я, мы, вот такое было на немецком написано, вот, и я решил этот, ну, то есть этот прием был в другом месте, но я решил его использовать здесь, как бы, что, как бы, кто ты, кто я, так сказать, тут куча клонов, мы и ты, и тут еще и Фальки, так сказать, мы едины, так сказать, разум один. То есть такая мысль. Вот. Сцена с глазом. Кстати, сцена с глазами — это также кивок в сторону и к Моногатаре, потому что там тоже очень часто в близком плане показывались глаза. Еще хотелось, знаете, что-то такое сделать, но как-то уже как-то и забыл про это, и, в общем-то, мне кажется, перегруз был, да и, в общем-то, да и куда вставлять. Ну, может быть, в принципе-то можно было, так сказать, как-то санимировать. Ну, уже, устал, забыл, вот, в принципе, был бы интересный прием. Баки Моногатари часто любили делать такую сцену, что, значит, такое крупный кадр, значит, глаза, да, допустим, здесь по середине экрана, вот, и в нем какой-то иероглиф написан, да, так сказать, такой. Ну, они там о чем-то говорят, там, да, и там, значит, такой Канди, там, о чем-то повещающий, там, да, так сказать, задумался, там, да, такой, что-нибудь там, да, такой, смотрит, вот, оптом моргает, там, да, иероглиф меняется, да, так сказать, вот, то есть, как бы, то есть, видите, контекст, как, стильно прям, это, конечно, маэстро, ребята, я-то, конечно, попытался, подумал, что, возможно, это все-таки, достаточно реально, но нет, все-таки даже пародируя, все равно очень трудно. И прием касательно, вот этого моргания, то, что кивок в сторону Моногатари, там тоже был один прием, который мне понравился. Вот, когда она моргает, значит, Эльста, да, несколько раз, послушайте. Вот этот прям часто прием, который использовали у Моногатари, когда там кто-то моргал, так сказать, там звук вспышки фотоаппарата. Вот. И тут я еще как сделал, там же, значит, в игре была сцена, типа, где она моргает, Эльстер, и меняется цвет. Я, пытался, решил вот это внедрить вот в эту сцену, так сказать, с частыми морганиями, так сказать, вот. План приближается, ближе, и что вот вы могли обратить внимание, такая деталь занимательная. Смотрите на цвет глаз. Красный, зеленый, синий, то есть RGB. Это получается цветовая схема, вот вообще, вот это такое. Красный, зеленый, синий. RGB. То есть такая, кивок в сторону, отсылка. То есть, вначале у меня были разные цвета, а потом я их решил прям специально выставить в такую вот, как бы, позицию, как RGB. Да, вот, собственно, с этим слоем тоже история, что, значит, получается, я Эльстер, то есть немножко вырезал у нее некоторые слои, как там волосы, да, вот это прочее, так сказать, какие-то вот эти ее элементы костюма, делал их прозрачными, вот, и лицо делал, соответственно, прозрачным, и сзади поставлял фотографии. Отдельно фотографии мы посмотрим еще дальше. Да, тут подъем Эльстеров, вот, то есть, два кадра наложено в начале, где они встают, в другом они лежат. И как бы такая некая аллюзия на то, что, понимаете, из них встают души, как бы, что они хоть мертвы, но они живы, они перевоплощаются в петле времени, что-то такое. Вот. Тут, кстати, тоже была сцена, типа, где Ариана слегка залагала и немножко подзатормозила игра, и она потом, такая проснулась и это повернулась, так сказать, вот. Я это тоже обыграл как бы глюками, что немножко какие-то глюки происходят, она стоит, как бы, вот. Заодно приближается камера для нагнетения эффекта, что и она появляется. Кстати, маленькая пасхалочка. Послушайте голос. Да, в общем, это был записан голос моей бабушки. Я ее попросил, да, как-то записать, все цифры от 0 до 9. Вот. И вообще, набор цифр
я потом покажу в то, что не вошло в релиз, так сказать, такое. Там, значит, я делал еще, вставлял полную версию, где она говорит все цифры. То есть, ну вот, если, допустим, я сейчас это вот подольше подрубить. Ну вот, ну и там, значит, такое, все на цифры высчитывает. В общем, на самом-то деле это небольшая пасхалочка, вырезка из другой моей анимации, Game Isekai, которую я все никак не продолжу делать, потому что все на что-то отвлекаюсь, то нет сил, то нет времени. Вот, там, поскольку уже я, в общем, подготовил определенный сюжет и знаю, чем должно закончиться, вот, я хотел на протяжении серии делать какие-то определенные пасхалки, намеки, так сказать, вот, на итоговый сюжет, и эти цифры являются, собственно, ну, намеком, так сказать, вот, потому что внимательный зритель, а я хочу надеяться, что меня смотрит все-таки не что это, сэмки жру, нормально, вот, а все-таки высокодуховные люди, которые внимательно рассматривают ролик, так сказать, где нужно останавливать все это и так далее. Внимательный зритель, он такой, а что это за цифры? Почему эти цифры? А почему так? Вот, и задумается такой, и начнет думать над их смыслом, то есть, по идее, так рассчитано, сказать, так должен мудрый зритель, так сказать, не просто просмотрел и пошел смотреть ТикТок, а нет, он должен подумать, вот. И, по идее, эти цифры, там будет намек, каким образом нужно расшифровать будет в определенной системе. Вот. Ну, там не очень-то сложно, там достаточно просто. Вот. То есть тут единственное, что требуется от зрителя, внимательность. Вот. А так не очень там сложно расшифровать. Можно расшифровать, в общем, эти цифры, и получается ответ на, как бы, итог сюжета, так сказать, такое. Чем же все закончится? Вот, намек, то есть вот такое. Не все так просто. Ну и, в общем, я решил для психодела, так сказать, засунуть как пасхалочку заодно вот эти вот слова, вот эти вот, ну, точнее, цифры, да, которые озвучены, так сказать, сюда. Потому что, собственно, в игре в сигналисе там вот это такое девушка говорит, женщина, девушка, я уже не знаю, кто там записывал, говорит, значит, цифры проговаривает, и я такой думаю, нужно, чтобы на русском сказали, понимаете, чтобы вот слушал такой, вот как слушает, вот она русская речь, слушает, понимаешь, пиндос, слушай русский. Ну ладно, извините меня за всякие агрессивные посылы, ну просто, знаете, сейчас как-то некоторые иностранцы прям как так не любят прям русские, прям, знаете, у них эта фобия, знаете, такая совершенно необоснованная, то есть как бы, что им сказали, типа, русские плохие, ненавидите русских, вот, они такие, все, что связано с русским, ненавидим, вот, и знаете, им только стоит увидеть кириллицу, и у них бомбит, причем иронично, что кириллица используется не только русскими, теми же самыми украинцами, которые они так, ну, активно, так сказать, поддерживают, везде флажки их вешают, так сказать, вот, ну, кириллицу они почему-то ненавидят, стоит им увидеть, у них прям начинает гореть, ну, не у всех, конечно, вот, ну, это вот таких у глупых индивидов, потому что, ну, люди-то умные, они, конечно, спокойно ко всему это относятся, вот, я и общался с такими, вот, ну, вот всякие people, всякие отбросы общества, вот эти иностранные, да, они прям ненавидят такую кириллицу, русский язык, вот такой, и поэтому все это очень, конечно, глупо, потому что ничем не обоснованное, совершенно нелогично. И получается, знаете, это какой-то нацизм даже, так сказать, такой, что только английский, на английском, пожалуйста, на английском. А интересно, у нас куча, значит, языков, куча стран, да, такое, человек там может написать там, да, на индийском, на китайском, на японском, там, да, сказать, на французском, там, да, на немецком. Пиши на английском хочу написать, вот на английском. То есть, получается, навязывание вот этого, так сказать, поганого языка господ, вот, ну, то есть, в итоге, что выходит. И они прям вот как-то некоторые глупые люди, да, негативно к этому относятся, вот, поэтому, так сказать, а что, я и не хочу тут, конечно, подмазываться, что сделать, сказать, знай наших, все. Не, в конце концов, бомбить будет лишь у тех, у глупцов, то есть, вот, бомбить будет у глупцов, потому что обычный человек, он, ну, посмотрит, ну, кириллица, русский, ну что, как я могу посмотреть там, да, что-то там на другом языке, сказать, тут важна суть, как бы вот. Ну, некоторые, конечно, скажут, а чё, что тут отзываешься по-английски, а сам пишешь свои там названия роликов на английском, ну, тут я уже поясняю, тут мне приходится так делать для того, чтобы вот этот вот контингент, масса посмотрела хотя бы, потому что нашим кинешь, наш не смотрит, вот. Ну, не, у нас есть, конечно, ну, конечно, умные зрители, вот, ну, мало, и они про меня не знают, где им про меня рассказывать, решительно непонятно, они там засели на уже известных каналах, они меня не знают. Вот, а тут хотя бы ты кинешь на какой-нибудь Reddit, да, на какие-нибудь там разные сайтики, вот, и они посмотрят охотника, да, с английским описанием. Вот. Так что пишу как бы для того, чтобы
у меня какая задача, чтобы люди посмотрели, вот такое. Чем больше людей посмотрит, тем мне приятнее, что мою работу увидели. Вот как вот. Тут нет какой-то цели, что деньги, прочее. У меня никаких подписок, никаких реклам нету в этом плане. Я делаю, так сказать, во имя творчества, во имя себя, так сказать, ради удовольствия, по большей части. Ну, ладно, порой уже, когда я долго что-то делаю, я уже настолько устаю, что это превращается в каторгу, вот, поэтому тут скорее, как бы, знаете, душа требует, даже так можно сказать. Вот, и, соответственно, да, я поэтому приходится порой писать на английском, а даже и порой делать видео на английском, чтобы, так сказать, как-то его больше посмотрели, потому что я знаю, что, допустим, видео определенно... То есть, некоторые видео я делаю прям специально на русском, даже не перевожу, потому что я знаю, не, это чисто наше, так сказать, локальное. А где-то есть такое, что я знаю, что наши не посмотрят, они не знают, что это такого-то, и я, соответственно, не перевожу, делаю на английский, вот. Ну или там, может быть, максимум в ютубе субтитры добавлю или что-нибудь в таком духе. Поехали дальше. Опять я заболтался. Да, в общем, такой тут голос происходит, вот эти, так сказать, вот, где перечисляют цифры. Вот, мне понравился такой голос, достаточно такой одутловатый такой выходит, то есть как бы похожий на оригинал, то есть где там вот цифры читает, да, и всякие вот эти ахтунг, ахтунг, вот. Внимание, внимание. Далее, ну да, сцена, где Эльстер лежит, появляется Риана, как бы с отсылкой на то, что было после ложной концовки, где он там, значит, стоит, так он ее смотрит. Попытался такую среднестатистическую какую-то исполнить визуализацию событий, то есть тут как бы нет, то есть тут не стояла задача эти сцены выставлять в каком-то хронологическом порядке, то есть как бы такое что-то общее, так сказать, как бы, ну, общая как бы идея, общий замысел, скажем так. Ну да, тут всякие звуки, соответственно, если вы могли расслышать, там, например, сердце, да, так сказать, вот, когда она моргает, там, да, такой звук сердца. Ну, теперь перейдем к достаточно интересной части видео. Это, да, быстрая смена картинок. Картин, если быть точнее. В оригинале там, значит, у нас была основная тема двух картин. Вот, я уже забыл их название. Вот такой, какого там швейцарского художника или еще какой. Я уж не помню, извините, сказать, такой, но не запомнил, много времени уже прошло с того момента. Я читал, что это за картины, что они обозначали, там у них были разные версии. В общем, какой-то художник рисовал заключение кого-то, там кого-то заключили, в общем, по какой-то там легенде. Я уже забыл, ну ладно, не хочу просто врать. Там, в общем, автор рисовал на протяжении нескольких лет, вроде как, несколько вариаций одной и той же картины, вот. И они в итоге, вот в сцене в игре, вот, там потом быстро пробегали картины, это, получается, были разные рисовки, вариации вот этой картины, и потом они постепенно шакалились, и, так сказать, все хуже, меньше пикселей у них становилось, сказать, ну, это уже, сказать, ну, для сцены в игре сделали, вот, все меньше становились, вот, и потом, хоп, там, резкий переход, там, да, вот все прочее, вот. Там, ахтунг, там, там героиня просыпается, вот, ну как просыпается, сказать, такое, должна идти дальше. Я решил не делать картины из игры, я тут решил тоже русский код вставить, вот, думаю, что от этого всякого. Ставил, значит, такое, Шишкина. Вот. Хотя, насколько известно, да, что Медведя рисовал вроде как не Шишкин, то есть Шишкин хорошо рисовал природу, а это кто-то нарисовал то ли кто-то из его учеников, то ли какой-то напарник, я уже забыл эту историю, вот. Да, ну, одна из моих любимых картин, в принципе, вот. Ну, она еще, да, на конфетах там есть такое. Вот, и самые разные там набрал и работы Шишкина, и что-то другое, вот, тут еще и богатыри еще засветились, тоже всякое такое. Вот, и вот всякого тут разного он поднабирал, на мой взгляд. Не все картины имели какой-то, знаете, глубокий смысл, что я с каким-то их ставил, каким-то... вот это по такой-то причине, в этом какой-то замысел. Нет, ну, я просто поставил, что понравилось, а некоторые просто то, что вот я нашел из подходящего, и мне показалось оно по цветовой гамме и общему духу как-то подходило под трех медведей, ну, в смысле, под медведей, сосновый бор, я их выставлял. Какие-то картины, да, я их знаю, так сказать, каких-то вот я находил специально для ролика, вот. Что у нас выходит, да, значит, такое медведи, вот, всякие леса, вот эти все картины. И время от времени я находил, да, тоже мне хотелось такую вот исполнить систему, что как с оригинальным изображением, то, что было одна картина в нескольких, стилях нарисована. Ну, то есть, как бы автор рисовал несколько вариантов этой картины. И я находил всякие, значит, подделки вот этих, соснового бора или попыток, так сказать, пародий. Я их тоже использовал, чтобы как бы, то есть по какому принципу, да, появляется, значит, такой там оригинал,
потом какие-то интерпретации, и время от времени еще раз вставлял, так сказать, вот эти же вариации картины, так сказать, чтобы глаз визуально, то что, ну, картинки-то быстро переходят, да, ведь они быстро-быстро-быстро тогда переходят. Я их выставлял в таком порядке, чтобы еще глаз успевал отметить, запомнить, что тут это основная картина, то есть вот это такое медведи, вот. А еще, знаете, я потом это тоже такой, ну, как бы смысл такой продумал, что как бы общая же тема, что там ты станешь лесбиянкой, уничтожишь семейный институт, ты уничтожишь мир, так сказать, всем нам капздец, так сказать, рождаемость, все дела. И как бы тут, понимаете, тема семейного института, семья медведей, понимаете, как бы вот в чем суть, друзья. Да, ну а вторая идея Ленин, вот, ну потому что, так сказать, еще там тоже как такое некая пародия на ГДР была, так сказать, вот в этом Сигналисе, вот, и я уважаю Ленина, поэтому, так сказать, коммунизм, вперед коммунизму, все дела, социализм, вот, и так далее и тому подобное, и вот, в общем-то, да, решил, так сказать, тут, чтобы тоже подсознательно под корочку, так сказать, иностранным зрителям, что так, не забывай Ленина, вот, тут Ленин, он везде, так сказать, вы что думали? Тут проходит тоже такая грань сюжета, понимаете, героиня в своих подсознательных страхах, ну, помимо того, там, кто она не она и так далее, она думает, так сказать, о важности семейного института, вот, и задумывается, так сказать, о том, что о благе, вот, и вот это, вот, так сказать, ее, так сказать, как там, нация, да, и как там фракция называется, я уже забыл, так сказать, там же есть империя, да, а есть вот эта фракция, ну, великая нация или что-то такое. Что разработчики-то там антисоветскую пропаганду замутили, что ой, там какие они все страшные, как плохо у них там живется, так сказать, кадрка, мучения, так сказать, какие-то КГБ, так сказать, всех там это такое, ну, в чем-то подозревают, все ужасно, все плохо, так сказать, никакой свободы мысли и так далее, вот. Но тут у нее, понимаете, подсознательно в голове проходит картина того, что гордости и благо за вот этот социалистический строй, она понимает, что, зря она от него открестилась, так сказать, зря она к нему плохо относится, что, как бы, что это важная часть ее жизни, так сказать, это не то, что можно просто отбросить, понимаете, так сказать, все-таки она духом с Лениным, духом с великим революционером, который, кстати, к сожалению, ну, там все понятно, там какой-то у них феминистический мирок получился. Великий революционер в игре, кстати, в русской локализации написано «он», а в английской локализации, и как и в немецкой, соответственно, оригинально, да и прочее, это «она». Ну, понятно, там, ну, мир населен одними женщинами, там супер-женщина, супер-андроиды-женщины, все такое, женщины, и, в общем, игру делала женщина, вот. Кто этот Юрий Штерн, там тоже непонятно, там то ли он транс, то ли он кто. Поэтому, соответственно, все действующие лица там женщины. Адлер мужчина, он злодей, конечно же, вот такой вот. И, ну, тут мы еще также замечаем, даже видите, такой подконтекст, что такое вот этот видение их идеального мира, так сказать, вот там все кругом женщины, отображение, что вот мужчины какие, типа, какие они злые, они в меньшинстве, все дела, ну, феминистические фантазии, ну, пусть фантазируют дальше. Но единственное, что можно лишь посмеяться, учитывая, что у них там все плохо в их вселенной, то можно сказать, ну как, нормально вам там при матриархате, весело живется, вот. Как они, ну, все, сказки рассказывают про патриархат, так сказать, вот. Тут, в общем-то, их же словами, так сказать, скажу про матриархат. Это, конечно, глупости, все это, конечно, какая-то глупая пропаганда разработчиков. Можно, конечно, сказать, что это просто сеттинг. Они просто сделали, но с другой стороны, а зачем вы просто сделали вот это? Почему вы могли бы сделать просто что угодно? Ну, например, кстати, про порицание ГДР там, да, и, кстати, насколько известно, в ГДР даже, говорят, жилось лучше, чем у нас. Так что это? Они тут порицают ГДР, так сказать, их изображают такими злодеями в своей игре. А почему вы не решили за основу взять, например, фашистскую Германию, там, да, Гитлера, например, да, Второй мировой, ну, того периода, я хочу сказать. Почему вы за основу это не взяли? Так сказать, нацизм, так сказать, тоталитарное государство. Если вы хотели тоталитарное государство, да, и прочее, вот могли бы прекрасно изобразить на вашем примере. Нет, у нас такого нет, у нас все в порядке, у нас веселая Германия, толерантная Германия, гей-ропа, ура, весело, так сказать, мужики с мужиками, бабы с бабами, толерантненько.
Женщина вперед, сильные независимые, вот какие-то киберлесбиянки тут у нас еще к тому же в игре и прочее и тому подобное. Вот. То есть, ну видите, ну, грубо говоря, авторы свои фантазии воплощают, и поэтому, знаете, как вот этот мем? Мужские фантазии, ну тут я тоже самое могу сказать, женские фантазии, феминистические фантазии, лесбиянские фантазии, гейропские фантазии. Ой. Ну, не, ну это действительно, это, можно сказать, лишь над этим можно посмеяться и, как бы сказать, что фантазии, так сказать. Ну, фантазия вместо фантазии, так сказать. Такой, ну, мечтайте дальше. Но, в принципе, это то, как они хотят видеть мир, или как они увидят какие-то, как некоторые говорят, разработчики свои страхи подсознательно хотели показать, так сказать, такое, выговориться, что у них там за страхи. Что... Не, то есть, знаете, я понимаю страхи и все дела, но посмотря на ваши страхи, вы этого боитесь? Ну, ребят, у вас какое-то неправильное понятие страхов, у вас какое-то... То есть, то, что вам хотят правильно навязать, вы наоборот считаете, что это неправильно, сказать, что это страшно и плохо. И главное, а чё, какие страхи-то, чего вы боитесь, у вас там, так сказать, такое, все это процветает, чё ж вы боитесь-то? Вы боитесь тех времен, так сказать, такое, что где вас палкой саны гоняли? Правильно делали, что гоняли. Вот. Ну ладно, я опять ушел куда-то в сюжет игры, и вообще все очень общее. Сложная тема, тут так сразу не скажешь. Но я еще подробно описывал в своей статье по Сигналису. Да, вот, и время от времени в переходах этих картинок я вставлял всякие шуточные пасхалочки, видите, они даже идут меньше по времени, что прям вообще глаз не успел ловить, но если медленно двигать картину, то можно заметить. Значит, тут пасхалка на... Ну, сейчас, давайте полный просмотр подрубим. Пасхалка на меня, это где я там вставал в косплее сударя такого своеобразного, вот, это... У меня друг как-то через сайт один, так сказать, делал, где там, ну, в аниме-стилистике там персонажи рисуют и что-то в таком духе. Вот такое. У меня одно время на аватарке стояло, вот, я, в общем, их поставил. Ленин, вот, ведет нас к светлому будущему. Тут тоже Ленин. Картинки понемножку становятся меньше, вот. Ну, я их, соответственно, обрабатывал тоже, ну, в фотошопе, там, где фильтры добавлял, где их специально шакалил, делал поменьше размером. Вот тоже какие-то другие интерпретации, кажется, этого соснового леса, сноубора, медведей. Опять я, только немножко перевернутый, так сказать, косплей был один мой для ролика по Доки-Доки. Шуточный такой. Одна из таких хороших картин, да, мне нравится, с Лениным. Я, кстати, даже себе в рамочку как-то вешал себе в комнату. Вот. Это какой-то набросок с этими медведями, так сказать, вот уж непонятно. Кто-то говорит, что это из тайных архивов, что это вот чуть ли не авторский, но мне кажется, это кто-то рисовал. Вот. Это я с обложки на Синбон Закура, вот тоже такая маленькая пасхалочка. Вот картинки все становятся меньше, меньше, меньше. Тут, в общем, моя аватарка, значит, где я там косплеил Акарина из Вратштейна, вот, ну или Акаба Рентаро, вот. И, в общем, поставил, ну, я же там еще, у меня на заднем плане треугольник такой, да, в стиле этого киберпанка 80-х, там, да, вот, сидела синтвейв, вот. И, соответственно, я их так поставил в стиле шестиугольничка, эти точечки нарисовал, ну, шестиугольник. Ну, правда, получается как, они все выходят из середины, я выхожу из середины, а вот этот выходит сбоку, ну, честно скажу, честно признаюсь, это я что-то не доглядел, но потом, как вы понимаете, слабое звено этой истории, то есть общая сила, так сказать, такой, и один выходит, так сказать, понимаете, это тоже общий смысл сигналиса ролика, ну, образно выражаюсь. Тоже всякие тут какие-то вариации, где-то я их отражал по горизонтали. Тоже Ленин, тут такой запикселизированный, зашакальный, все, картинки становятся все меньше, 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 меньше. И да, это я опять-таки в косплее Доки-Доки, там, где вроде как Сайори в подвешенном состоянии, так сказать, изображал вот такую тленную, и потом проснись. Вот он такой, нихера себе приснилось, вот и встает. Вот, кстати, та сцена, я про нее еще расскажу в моменте когда Sims буду снимать, показывать вам. Вот. Заметьте, она без косметики. Но я об этом скажу еще, я про это прокомментирую. Да, вот она встает, соответственно, вот. И потом следующий кадр, я уже, так сказать, где она с земли поднимается. Вот, это отсылка тоже на вот эту сцену, где в игре она встает тоже такая прозрачная, слегка отдышивается, вот, и там, кстати, какие-то вот фотографии появляются. Ну, тоже все вот эти повторы, фотографии, тоже тут Ленин, безусловно. И вот о чем я и говорил, вот это вот эмблема, вот этот шестиугольник, так сказать, такой, свет проходит, и звук, значит, кажется,
этот звука меча катаны, сказать, я нашел, сказать, вот добавил реверберацию, и кажется, я его инвертировал. То ли я как-то его наслоил, типа один реверсировал, другой сделал нормально, потом я его срендерил, отправил в Fruity Loops, там наложил эффект эхо, я что-то забыл, что я с ним там делал. Да, героиня, значит, убегает по снегу, бежит. Вот, про этот корабль я тоже расскажу потом далее. Вот тут сцена, про которую я говорил, здесь я планировал добавить этот глаз эффект. Вот, потом покажу, как это планировалась сценка, вот, и потом я отказался от нее, потому что подумал, что перегруз эффектов. А вот сцена, которую я тоже почерпнул, получается, из Моногатари. Ну, кто-то скажет, спиздил, ну ладно, ну, в общем, тут, да, как посмотреть. Ну, кто ж так не делает, сказать. Все так или иначе на чем-то основываются, вот. Там, значит, тоже шафты, вот особенно еще у них аниме есть, Хидамари Скетч, там тоже часто использовалось, когда кто-то идет, показывают, допустим, сцену, что такое, я бегу там, да, и вместо того, чтобы показать анимацию, как бегут, там, да, там какой-то фон, там, да, и появляются шаги, там, да, вот, там, и знаете, еще там бывает у них еще около шагов там подписано топ-топ-топ, там, да, в таком духе. А то еще мне понравилось, было там забавно сделано, звук топ, там, да, вот, и такая буква R, там, так сказать, куда там, авторские права, так сказать, вот, ну, позабавило тоже так вот, ну, это чем такой, да, прием, где она идет по снегу. Ты о чем я буду говорить, точнее, что тут она, видите, эффект, что она поет, как бы действие поет, как бы вот, и она так руку поднимает, и я подумал, что, ну, похоже, что как будто она люк открывает, вот. И вначале планировалось просто показать букву это, что открыто, и все. А потом думаю, надо как-то так сделать что-то эффект такой, точно, надо сделать эффект, как, знаете, там, двери лифта открываются, там, далее, там, какая-то космическая дверь, там, там, в разные стороны. И, в общем, разделил эту картинку на 2 слоя. Вот, и они как бы так отъезжают в разные стороны. Раз, вот. Вот видите, да, соответственно, в одну сторону. Тут я подрезал вот этот иероглиф. Канди. Тут другой. И вот, да, и они разъезжаются в разные стороны. Соответственно. Раз, да, как бы. Открылась дверь. Вот, и потом добавил тут лесенку, и она как-то в никуда падала. Да, вот воссоздал вот эту декорацию. Все про это буду рассказывать. Вот, кстати, про закрывание люка я вспомнил в самом конце. Я такой думаю, стоп, люк скрывается без всякого звука. В итоге я просто взял звук открытия. Сейчас. Ну, и как вы можете заметить, да, видите, тоже тут со звуком была большая работа проведена. То, что это не просто один звук поставлен и все, это сказать, такое. Ну, допустим. Кто-то может подумать, что это просто один звук, да? Нет, пожалуйста, тут вначале у нас звук, значит, маски Дарта Вейдера. Это я решил. А что у нас тут было? Да, потом звук, видите, сказать, что вот эта штука находится в полете. Все, видите? Потом звук, да, общего фона, сказать, что, ну, как бы это происходит в каком-то, ну, помещении. Ну это я отказался от звука. Шаги, конечно же, тоже вот можно услышать. Очень тихие. Все озвучено. Ну вот, ну-ка, а тут у нас что? Снег. Да, это звук из игры я взял, так сказать, вот этот вот такой, ну, то, что вот он. Да, ну, когда Эльстра просыпалась, вот, ну, тут я его использовал, чтобы для накала такого, что-то поднимается такое, что-то нарастает, и дверь открывается. Кстати, вот это, помню, я тоже звук соединил из разных звуков, то есть как бы звук чего-то одного, чего-то открывания, и звук какой-то кибердвери. Я потом их объединил, в Fruity Loops добавил эффект эхо, и получается, что они... Такой, да, эффект с эхом. Вот. Ну и да, собственно, я отвлекся, то, что, значит... Видите, да, открылась дверь, то есть как бы... А скрывается, я просто реверсировал этот звук.
Да, то есть если реверсировать, как бы да. А, ну это получается звук двери. Да, что она закрыла, видите? Оп, типа, что она закрылась. Дверь, то есть такие всякие, да, тонкости. Вот. Это ничего интересного такого не пропустил занимательного из звукового сопровождения. А, ну да, например, кстати, когда помните, в игре, значит, эти быстрые фотографии бегали, там, значит, какой-то был звук такой, там, да, и неясно, то ли там сердце какое-то быстро так колотилось, то ли что. Но я подумал и решил этот звук воспроизвести с помощью звука вентилятора. Огромных лопастей таких, то есть вот я взял звук, хотя потом его ускорил, вот, получается он такой ускорялся. Важно какие-то эти кадры звуками, так сказать, сопровождать, как тут видите, то есть шипение, тоже, так сказать, ну тоже это кивок в сторону студии Shaft, они тоже какие-то свои монтаж, так сказать, любят под звуки сопровождать какой-то такой необычный. Звук ветра нарастающего. Итак, опять мы отвлеклись. Потом героини разговаривают, тут просто появляются их буквы, заговор. Но опять-таки, просто это у меня, так сказать, слово паразит, потому что, конечно, все это тоже требовало времени. А главное, ну, понимаете, если бы я это делал, допустим, вот эту сцену, всю про все и выложил, ну да, это было просто. А тут, ну, видите сами, да, ну, гребаные 7 минут получился ролик. Ариана говорит, что пришло время танцевальной битвы, и, значит, на нее там отдельным слоем деваются очечки, как вы можете заметить. Вот. Который добавлен эффект вроде как свечения. Вот. И все эти сцены, кстати, да, тоже я обработал всякими эффектами яркости, потому что в оригинале они вот как выглядели сейчас, как пример. Вот, видите, то есть, как бы, ну, никакого свечения, все это, ну, добавлялось, ну, свечением, глоу, вот, виньеткой, вот, и то же самое с этим всем тоже, так сказать, чтобы все это было весело, так сказать, такой фьючер фанк, веселуха, диско, вот, и так далее и тому подобное. Вот, такие приемчики, значит, я двигаюсь, ну, Адлер, точнее, двигается, ну, про я еще, я вам подробно потом скажу в Симсе, вот, двигается в сторону, искать, и в эту сторону двигается кадр, вот, ну и да, и, соответственно, все это я вот решил сделать в стиле таких, значит, старых там фильмов, сериалов, там, где какую-то сценку маленькую комедийную показывают в титрах, там, да, потом, в ролях, там, ну, я про это тоже еще скажу в пункте про Sims, не буду тогда разглагольствовать долго. Долго думал насчет шрифтов, что же с ними сделать, думаю, какие же мне шрифты сделать, вот, как будут какие появляться буквы. Потом мне захотелось посмотреть Остина Пауэрса фильм, как-то что-то вспомнил, вот, раньше как-то к нему вроде относился так негативно, тут решил, думаю, а дай посмотрю, как сейчас будет смотреться, вот, ну, мне очень понравилось, да, очень хорошая пародия, так сказать, такая, вот такой, ну, где-то, конечно, может, много туалетного юмора, вот, сиська пердежного. Но в целом, да, сейчас, конечно, как глоток свежего воздуха после того, что сейчас выпускают, особенно вот это феминистическое, ЛГБТшное, там это как-то все-таки, да, такое, все с таким с юмором, высмеиванием, то есть, как бы, все вот эти клише и прочее, вот, понравилось, как бы, вот, общая подача. Кем является герой этот Остин Пауэрс? Вот. Ну, правда, я только 2 фильма посмотрел, их там вроде как 3. И насколько вы помните, ну или не помните, не знаете, там, значит, титры в начале фильма, сказать, как там, да, кто в ролях и прочее, были сделаны в стиле 70-х, вот. И вот они были в таком вот как раз шрифте примерно сделаны, вот, тоже всякие кислотные цвета, как бы вот я тоже попытался, как сказать, примерно воспроизвести. А то, что они под наклоном, это я как раз-таки еще тогда смотрел тоже анимешку одну от студии Shaft, старенькую, Пани Пони Дэш, и там один опенинг был сделан тоже в стиле 70-х, и там, значит, буквы тоже в таком, значит, у них, ну, только там те были у них эти Куканзи и ну, как там, Харигана, да, вот это всякое прочее, вот, появлялась. И она у них была такая, знаете, волноватая, такая, под наклоном, такая, она слегка такая переливалась, таких больших, прям, ну, там бывало такие прям волны даже, так сказать, из текста, вот.
вообще под такую музычку соответствующую, такой 70-е, все дела, там, хиппи, вот. И я, как бы, получается, объединил это все, то есть, как бы, Остин Пауэрс и вот тот прием, сказать, с волноватыми, сказать, вот этими волнистыми буквами, сказать, вот, и все это так появляется. А почему я написал так много себя? Сейчас поясню. Обычно, в принципе-то, я, конечно, не поясняю. Я обычно в роликах просто пишу Ногри, все. Ну, потому что понятно, ну, дураку ясно, что весь ролик сделан Ногри. То есть все, абсолютно. Он сделан Ногри. Что-то еще пояснять. Но, как уже было не рассказано, что люди не очень-то понимают глупые, несведущие самого процесса. Им кажется, что все это как бы, ну, запихнул куда-то в программку, и оно само все сделалось, так сказать, за 5 минут, так сказать, что ты просто поиграл в Sims, что-то записал, и вот оно само сделалось. Вот. Чтобы было понятно, что такое. Ну да, вначале автор видео, и, соответственно, решил пояснить, как бы, поясняющими, что создание персонажей, декораций, записи, то есть, как бы, что не хухры-мухры, монтаж видео и аудио общее. Создание изображений и надписей, которые он показывал, да, сколько на это было трудов вложено. Вот, ну, соответственно, музыка, да, кто чего. Вот, изменение сценария, что еще тоже сценарий еще подписывал, кто чего, так сказать, такое. Ну, и как, знаете, давно хотел себе режиссером указать. Ну, а вторая причина, почему здесь столько много титров самого себя, потому что я сделал сцену с танцами, мне хотелось вот именно как бы сделать ее под определенное количество под музыку, чтобы шли танцы, потом вот эти сцены появлялись, так сказать, какие-то определенные представления персонажа, вот, и потом дальше танцы. Ну, и надо было чем-то забить, соответственно, я как бы тоже еще накидал всяких вот, ну, титров, ну, и, соответственно, как бы и тут две причины. Это причина, и, соответственно, что было понятно людям, что тут не хухры-мухры вам. Падающие буквы, да, Симналис уже тут изменил, то есть такое. Ну, М я, по-моему, сделал с помощью N, то есть такой, я это размножил, и получилось М буквы. Вот. И решил подписать рост персонажей. То есть, да, это не мой рост, вот такой, это рост персонажей, но, да, ну, поскольку внешность для Адлера я использовал свою, и об этом я скажу позже, вот, то я как бы решил подписать себя как что Ногри в роли Адлера, что, да, я сам и сыграл Адлера, вот. Так что так, как бы вот. И, соответственно, рост персонажа подписал. У Арианы какой рост неизвестно, поэтому я в вопросиках поставил, ну, наверное, ниже, наверное, где-то 170 или около того, потому что если она чуть ниже, это и Эльстер. Вот. И у нас Фальки большая, здоровая баба. Вот, 250 сантиметров. Вот. Вот это я понимаю. вот это, да. А то, знаете, там бывает такое: о, высокая, целых 170, такой, ну, блин, ну что это такое? Вот, если было бы 200 сантиметров, вот это я понимаю, вот это, да, вот это другое дело. Вот, ну ладно, пардоньте за мои сальные комментарии, вот, ну и вот в конце такая шуточка, что да, чтобы вы расслабились, никто не пострадал во время съемок, все нормально, все танцуют, все весело, так сказать, вот. Ну, а если даже пытаться это как-то оправдать по сюжету, то, вы понимаете, Ариана нашла себе силы, так сказать, восстановить мир, так сказать, вот, чтобы все, избежать этой деградации реальности и прочее. Теперь все они танцуют, вот. Да, кстати, неплохая сцена с танцами, такая синхронная получилась. Вот. Это те самые склонированные, так сказать, Эльстеры. Ну, склонированные, в смысле, в Симсе, я хотел сказать. Да, и вот сцена с танцами. Тут косяк получился. Смотрите, во-первых, я полагаю, что эта проблема связана из-за роста. Я еще раз, опять-таки, я часто повторяюсь, но я потом скажу про рост в категории про Sims, когда буду говорить, да, какие там моды стояли и прочее. Вот. Поскольку я менял рост, то, может быть, из-за этого у них случались какие-то постоянные смещения в пространстве, и поэтому, когда они вот так танцуют, они время от времени пык там, да, когда ты слегка вы видите, она такая раз там, да, резко перемещается, куда-то подпроседает, как-то так, ну, неплавно там, да, как бы вот, ну, как-то некрасиво это выглядит. Сейчас вот он танцует. Вот видите, раз такая и слегка переместилась в пространстве. А в одном кадре она и вовсе стала зашатала головой. То есть вот такое. Мне это прям не понравилось, я это немножечко обрезал. Резко так головой начала, ну, сказать, какое, из лева вправо шатнулась, потому что, видимо, как-то там анимация заново, что воспроизводиться стало. Вот прям некрасиво это выглядело. Пришлось это как-то так аккуратненько подмонтировать, что как бы, то есть наслоить 2 кадра, чтобы как бы вот, она в итоге в пространстве слегка переместилась, но зато хотя бы этой тряски головы не было какой не очень красивой. Вот, ну и вот, да, все сцены как бы показывается вот эта концовку артефакт, вот они танцуют, и все как бы, да, резко как бы, что, знаете, весело-весело, но хотя, да, история, ну, достаточно грустная, вот.
Да. Ну и да, потом я, когда уже все это отрендерил, сделал, выложил, вот, то я уже потом приступил к английской версии. Все у меня тексты, все текстуры, все было готово на английском уже также. Так что мне оставалось их только вставить. Ну, звучит легко, но тоже, так сказать, все это потом копировать слои. Ну, то есть тут как получилось, да? Стоял, например, да, вот, предположим, текст, да, он на русском. Я, значит, такое, да, доставал там, да, значит, такое английский текст из папочек, находил его, искал, сверял, чтобы, ну, не перепутал ничего, хотя я их там пронумеровал. Нажимал, потом научился недавно этому приему, по хорошему, очень полезному, копировать, вставить атрибуты события. И получается, что он как бы, ну, вставляет в него все параметры вот этой требуемой анимации, то есть вот такой, которая должна быть. Но я, правда, для английского текста все равно ее кое-где редактировал, потому что, допустим, на русском текст был подлиннее, предположим, да, и вот этой вот полосочки нужно было находиться где-то здесь. А тут короткий текст, и чтобы он быстрее появлялся, мне нужно было эту полосочку подвинуть чуть поближе. Вот, и остановить ее не здесь, а вот тут, например. Ну, тоже, то есть все равно занимался настройкой. Ну и соответственно, то есть вот такая картинка появляется, я ее сюда вставляю, потом двигаю. Почему картинки? Ну, потому что мне было проще, во-первых, работать с слоями, с монтажом их в фотошопе, то есть вот, чтобы нужен был шрифт. А во-вторых, тут, видите, если создать текстовый медиафайл, штука-то хорошая, я ее часто пользуюсь, безусловно, но в ней почему-то не всегда отображаются некоторые шрифты, которые я установил себе. Вот такое. Они как-то вот не все есть. Вот. Хотя некоторые есть, конечно, много работают, но видите, многие из того, что у меня есть, их нету. И вы скажете, ну так это же, ну, я на кириллице написал. Не-не, у меня там есть еще и шрифты специально кириллистические. Ну вот, кстати, пример, да, вот пример, видите, вот такой шрифт, он здесь почему-то не отображается. Вот. И так далее и тому подобное. И вот потом сюда наслаивал, то есть вот такое, заново их потом наставлял вот эти все буковки. Но это полдела. Так еще не забывайте про глюки. Глюки-то у меня были наслоены уже на готовый отрендеренный материал русской версии. То есть мне надо было отрендерить вначале Prefabs this game, вот это, так сказать, такой вот начали отрендерить. Ставить сюда. И заново еще тут тоже наставлять эффекты для глюковой версии. И опять все рендерить, опять, так сказать, на эту основную дорожку. Ну, то есть тоже, понимаете, ведь зашквар. Ну и вот он, пожалуйста, да, как он выглядит проект в итоге. То есть все куча каких-то вот этих вот кусочков, звуков и тому подобное. Ну и примерно можно походить по папочкам, посмотреть, что тут у нас использовалось. Звуки, какие-то сырые, которые я обрабатывал, но да, через Fruity Loops. Это мы сейчас создаем, как создавалось. Вот, кораблю. Все вот эти записи, видео, видите, тоже. Ну и да, соответственно, тоже. Это же не просто так, ты записал, а еще тоже много материала, которое стоит обсматривать, обрабатывать, а какой больше подходит, а где они там, где мне нужно что-то подходящее, не знаю, Адлер упал, например, да. Ну, кстати, вот пример. Я его тоже, да, получается, чтобы он упал, я ему сделал бодрость в 0. Вот, и видите, он опять раком свалился. Ну, вот у них какая-то анимация, что они все падают раком, да, как бы вот. Тоже куча всяких вот этих, моментов, которые так записываешь. Ну, кто-то, видите, кто-то ходит на заднем плане, о чем я говорил, кто-то там... Чем в трусах или что-то, у него джинсы какие-то, не пойму. Это кто, какого он пола это существует? Ну вот, да, в общем, тоже все это куча каких-то записей. Потом смотришь, что из этого лучше всего выбрать, что больше подходит. Всякие вставки. Ну, примерно, да, все эти картины, которые мы с вами осматривали. Потом я их, соответственно, уже там, менял им размеры. Да, вот эта аватарка была, вот это. Тут достаточно психоделично так выглядит. Где-то вот я записывал звуки из игры.
рендеры, наша английская версия, глюки, итоги. А вот, собственно, текст слов. Ну, тут плохо видно, потому что как прозрачный фон, вот он белым написан, так сказать. Если ты подтверждаешь, что станешь лесбиянкой, тра-ля-ля. Вот, имена их, вот, как бы отдельными слоями. И английская версия тоже пронумерована, чтобы я не запутался, тоже на английском тут всё написано, вот это все прочее. Что-то из тестов, это то, что не вошло там в релиз или какие-то варианты. Ну, несколько вариантов скриншотов, которые я создавал, да, соответственно. И из них выбирал. Да, вот все для титров, видите, все это отдельными слоями, и для английской версии тоже. Здесь симналис появляется отдельными, видите, буквами. Я тестировал, как будет лучше на каком цвете смотреться, какой цвет будет на каком фоне смотреться лучше. Вот, все это, видите, все отдельными слоями, все с нуля, все создавать приходилось. Не забудь про тень от слоя, вот тебе даже написал какую-то напоминалку. Да, и множество всяких фотографий, которые вот я смотрел, что лучше подойдет, что-то отбраковать, не отбраковать. Сценарий тоже тут, соответственно, так сказать, всякими пояснениями. Ну, это, правда, сценарий с текстом. Вот, тут немножко не то. А то еще у меня есть сценарий, например, где там прям со всеми пояснениями пишут, сказать, такой. Тут такой монтаж, здесь так-то, так-то, здесь появляется то-то, то-то, здесь вот такая вспышка, плавно переходит то-то, этот говорит, смотрит на этого, так сказать, вот, ну, такое всякое. Ну что же, думаю, с такой мы частью обозревательной видеоредактора закончили. Думаю, это было познавательно. Много наболтали, я рассчитывал, что будет поменьше, но что-то как-то, да, затянули. Предлагаю перейти к Sims 4. И вот сейчас мы находимся в игре Sims 4, собственно, на базе которой и сделан ролик «Машинима». И начал я все с того, что, да, сделал декорации для первой сцены, которые отсылают нас на, собственно, основную сцену в игре Сигналис, там, где подъем по лестнице, встреча Эльстер с Адлером. Вообще, идея создания началась с того, что после прохождения Сигналиса, ну, так исторически сложилось, мне захотелось зайти в Sims, ну, что-то построить, вот, как я это обычно люблю делать. И, значит, стал я тут копаться в вещах, что тут есть, какие новшества, что чего. И смотрю, всякие футуристические были предметы. Я задумался, слушай, а ведь с ними можно сделать какие-то некоторые сценки из Сигналиса, прям можно что-то воссоздать такое. А может быть вообще корабль сделать? Вот. Тут, как вы еще заметили, собственно, ну, вот снежная локация. Все съемки здесь происходят, собственно, в локации некой Японии. А это у них гора снежная, здесь всегда снег, вне зависимости от времени года. Вот. Ну, мне это заинтересовало, думаю, недавно поиграл в Сигналис, и думаю, здорово было бы воссоздать какую-то сценку, вот, может быть, да, корабль, собственно, какой-то сделать, вот этот разбившийся, так сказать, сделать какую-то декорацию такую, вот, почему бы нет. Вот. Ну, потом от идеи с кораблем отказался, так как все-таки что-то долго, муторно. Вот. Ну, сама идея как-то вот закрепилась в голове, что было прикольно что-то такое маленькое сделать по Сигналису и какую-то воссоздать локацию, собственно, на базе Sims с ее предметами, так сказать, вот. И как-то в голове такая мысль появилась, а почему бы не сделать такую маленькую сцену? Вообще задумалось все, ну, буквально секунд на 30, что значит поднимается Эльстер по лестнице, Адлер ее останавливает и говорит, что дальше ты не пройдешь, потому что станешь лесбиянкой. Она такая, что, как так? Начинается драка, вот, она проходит дальше, хихи-ха-ха, ну и все, никакого смысла, ничего такого глубокого, все, ну, просто как бы вот так вот, ну, шуточка такая, как бы вот, просто короткая шутка, чтобы показать какую-то вот локацию, вот. И когда все это я решил сделать, записать, начал строить декорации, и тут мне в голове появилась одна мысль, другая мысль, а почему бы не сделать так, а почему бы не записать так, и в итоге вообще я решил, а почему бы не сделать маленькую, в общем, историю, собственно, где Эльстер идет к Йон, к Ариане. И так и пошло-поехало, что то одну декорацию создавал по игре, ну там, значит, я скриншотики сделал, вот, и стал примерно их всех выставлять. Ну, соответственно, подрубил чит на свободное перемещение предметов, да, чтобы можно было хоть сквозь них перемещать, хоть чего, чтобы, ну, можно как хочешь ставить. Вот, там, то побольше можно сделать, поменьше.
Вот. Ну, кстати, побольше, поменьше и без читов работает фишка. Тут вам, видите, и капсула, то есть вот, и всякое прочее, да. Ну, еще тут пак вот этот из Звездных войн, соответственно, много декораций, футуристических тоже, вот. Ну, и не только, тут и голливудские всякие какие-то, вот, прочее, все вот такое. Телевизор вот этот тоже, мне сказать, как-то вот напомнил, кстати, да, вот этот телевизор, как с отсылкой на это, где в сигналисе система сохранения через красный телевизор. И в итоге, да, короткая сцена 30-секундная затянулась на достаточно большой ролик. И, кстати, да, кто вот, может, заметил, не заметил, в итоге так получилось. Ну, вообще, случайно, ну, я потом, так сказать, приурочил такой смысл, так сказать, я наслоил. Значит, ролик получился на 6 минут, основной сюжет, то бишь, ну, самая основная идея сигналиса, это то, что 6, цифра 6, шестиугольник, вот. А 7-я минута, там, где вот Элистер с Рианой танцуют, собственно, в конце, вот здесь вальс, вот, это 7-я минута, как бы, что 7-го его нет в 6, соответственно, это артефакт, вот, что-то как-то так случайно вышло. И, значит, вот сцена начала, где Элистер выходит, поднимается наверх, как бы, что подразумевает, что она якобы вот, ну, поднимается отсюда, вот. И я как-то планировал сделать вначале как-то все это, ну, обставить, что вот эта комната, откуда она поднимается, будет здесь, но в итоге тут из-за технических всяких особенностей там то снег появлялся в комнате в этой, откуда она поднималась, закрывать крыши тоже не очень было красиво, в итоге я просто здесь углубил вот эту вот область и вот так вот как-то под углом снял, но в итоге в саму запись, в общем-то, эта дыра толком-то и не вошла, там, по-моему, один кадр был с ней, и то я так вставил, знаете, чтобы просто показать, что здесь дыра, как бы, вот, что, как бы, ладно, не зря дыру делал. Ну и как вы могли догадаться, а кто не понял, то я сейчас поясню, поскольку здесь, собственно, одна вот эта снежная локация нам нужная, то я, соответственно, не мог делать на длинные, так сказать, просторы декорации, вот, и что, значит, было, записал вначале я первую часть видео, где вот Элистер поднимается на лестницу, сражение с Адлером, тут они вот дерутся на световых мечах. Кстати, насчет световых мечей. Вообще, изначально эта сцена не планировалась, хотя я, в принципе-то, люблю Звездные войны, вот, но так вышло, что почему это вообще все вошло? Звездные войны, лазерные мечи. Тут же дополнение есть Звездные войны, соответственно, и они реализовали систему сражения на лазерных мечах. А я хотел сделать боевую, сцену, а здесь из движений по умолчанию, собственно, каких-то нет особых таких драк эпичных, то есть они вот просто в такое облачко пыли, так сказать, какое кидаются, вот там что-то дерутся, и там кто-то выходит победителем, кто-то проигрывает. Ну, это, собственно, тоже это вошло в сцену, в релиз. Вот, а я думаю, хотелось что-то такого более эпичного. Ну, это, собственно, лазерные мечи, они могут сражаться. Блин, почему нет? Ну, в принципе, скорее всего, какие-то моды есть в интернете, да, безусловно, наверное, сказать, на драки и прочее, но, во-первых, я, в принципе-то, в Sims время от времени играю, и не хотелось засирать всякими модами, в которых я не уверен, тут я уже поставил проверенные всякие моды, да, но в целом я модами пользовался, и, в общем-то, пожалуй, самый из основных, который здесь нам понадобился, это смена размера персонажей, их рост, вот, потому что, сами знаете, в общем-то, достаточно активно эта тема использовалась в самой игре, в Сигналисе, то, что там рост андроидов, кто какого роста, вот, то, что Фальки вообще там здоровенное бабище, там 2 метра, вот, и, соответственно, все это нам очень помогло. Вот, собственно, для примера, человек обычный от Фальки, вот, я ей где-то тут вот по животик. Сейчас перейду в режим жизни, покажу, что, да, тут у нас, собственно, получается, использовалось 4 персонажа, вот, и еще я сделал самого себя, чтобы, в смысле, вставил просто персонажа, который, в принципе, был мной, я себя тут создавал, да, я на него переключался, чтобы вот этот вот ромбик, собственно, тут не мешался на других персонажей, если когда я их там снимал во время танцев и прочего, чтобы, не кружилось. Там, в принципе, тоже как читами можно было убрать, но, в общем, я запарился все это выяснять и решил вот такой костыль придумать. Вот, да, небольшое дополнение, что Адлера внешность я сделал на основе своей. То есть я создавал себя в начале Sims по фотографии. Вот. Вот это уже версия такая более измененная. То есть у меня там еще есть исток. Вот. И Адлера, соответственно, я создавал, основываясь на своей внешности. Вот. Только, соответственно, там сделал такой причесончик, там голубые глаза. Некоторые у меня еще спрашивали насчет вот этих вот обводочек, что это такое.
Вот, это вообще какая-то татуировка из Звездных войн, ну, судя по значку дополнения здесь в Симсе. Вот. Но я хотел сделать кивок в сторону, что вот у андроидов же у них такие, так сказать, составные лица, да, вот эти из частей, как бы вот, и ничего другого я не нашел подходящего, поэтому как бы реализовал эту систему так. Вот. Тоже вот эти сережки, ну, сережки уж я вставил, потому что ничего другого не нашел, но кто заметил, там у андроидов, значит, у них где уши, у них тоже какие-то такие черные вставки были, то есть тоже какая-то отсылка. Ну, одежду так искал, долго, так сказать, на неё много времени тратил, чтобы такое подходящее найти. Ну, в общем, что-то нашел такое плюс-минус подходящее, футуристичного что-то не нашел. Я даже еще моды какие-то искал, думаю, на одежду подходящую, но что-то вот все было не то. Соответственно, девушкам одел туфли такие с каблуками, как бы пытаясь слегка отослать на то, что у них как бы вот в игре у всех такие ходульки были. Вот эти 3 точки у Фальки на лбу, в общем, тоже ничего не нашел подходящего, поэтому сделал ей какие-то вот сережки, вот эти какие-то пирсинг, вот красные, ну как бы точки. Всех остальных персонажей я, в общем-то, делал на основе каких-то других у себя имеющихся персонажей, которых я создавал ранее, но я их уже так сильно менял, вот. И, кстати, так вышло небольшое дополнение, что Эльстер, когда я ее делал тоже на основе другого своего персонажа, вот, ну, поменял ее внешность, чтобы, ну, примерно так была похожа хотя бы на оригинального персонажа, вот. Она в итоге стала очень похожа на одну мою знакомую, прям до чертиков очень прям стало похоже, хотя я, в принципе, не планировал. Вот, как, ну, это забавно получилось. Вот, в итоге получается здесь как бы практически чуть ли не 2 живых актера, так сказать. Это я и, да, и знакомые. Ну, собственно, да, отвлекся касательно, как я делал сцены остальные. Как я сказал, записал, значит, всю вот эту основную сцену, сражение Элистера с Адлером, и потом, в общем-то, все это убрал, снес. Ну, так примерно сейчас вот образно покажу, как это выглядело. Соответственно, я так старался все вот эти монолитики поставить как-то более разрозненно, так сказать, более, так сказать, в рассыпную. Вот, ну так примерно поставим, так сказать, что, о чем, собственно, речь. Вот, землю выровнял. И начал снимать, соответственно, сцену, где психодел начинается, Эльстер, так сказать, видит самих себя, своих клонов, кто ты, кто я и так далее и тому подобное. Вот, и после всей этой сцены, соответственно, я убрал все эти монолитики. Как я уже говорил, я вначале думал сделать корабль, локацию, вот, люди, в принципе, выкладывали всякие скриншоты касательно, как планировка выглядит корабля, но решил, зачем? Что я там буду снимать, зачем мне это, ну, и так тут ролик достаточно сложный выходит, так сказать, достаточно время затратный, и действительно очень много времени на него ушло, и не хватало мне еще создавать весь корабль, тут одну эту локацию, вот эту комнатку создать-то это было достаточно, ну, так, зашкварненько воссоздать. Вот, ну и в принципе, зачем создавать локации, которые не будут в анимации, правильно, поэтому, в общем-то, я уже и не стал, так сказать, отказаться от этой идеи, вот, но нужно было показать, что Эльстер бежит к кораблю. Вот, соответственно, что я сделал? К сожалению, никаких подходящих космических кораблей здесь не нашел, но нашел что? Да, это детский аттракцион для парка развлечений или там какой-то детской площадки в форме какого-то космического корабля. Здесь была какая-то ну вот, да, красная расцветка, ну, не совсем то, как бы, что нам нужно, ну, в целом, красный есть, белый есть, все как положено. Да, и увеличил его до больших размеров, вот, так что ли, если не ошибаюсь, что-то примерно такое, что-то примерно так, вот. И на него наслоил, еще тут есть такие детали, был разбившийся самолет, вот, цветовых никаких нету, схем нету, вот, я в итоге просто запихнул примерно их вот внутрь, кабину самолета, там вот эту часть, например, сюда, да, поставил. Крылья еще тут были, там сюда, другое место, еще там второе, там, да, как-то примерно так, я уже, ну, плохо помню, как там у нас было точно, вот.
еще все это подвинуть, так сказать, чтобы ну, там на земле стояло, а не летало, соответственно. Я помню, тут выравнивал землю, даже если не ошибаюсь, чтобы как-то поровнее эта сцена была. И поставил Элистер, значит, у входа, примерно в эту кабинку, и она же должна как-то открыть люк, вот. Думаю, как бы это реализовать в итоге. Поставил ее, значит, петь, она там тренироваться в пении, она такая, ла-ла-лай, вот, там что-то руки поднимает, и такой, ну ладно, поднимает руки, все, ну подняла руку, все, действие свершилось, а дальше все сделать монтаж, так сказать, вот. И потом, да, я прорыл такой туннельчик, чтобы она как бы спустилась по лестнице, вот, добавил туда лесенку, такую. Вот, и она куда-то вниз спустилась, но я, кажется, уже не сохранил эту комнату. Ну, там просто в никуда, просто она в комнату пустую спускается и все. Ну и, соответственно, да, потом она по сюжету попадает, соответственно, в место, где Ариана обитает в своей капсуле. Ну и, соответственно, было много трудностей в плане поведения персонажей, что я же не могу их анимировать как мне угодно. Нужно было какие-то костыли придумать, команды. Ну, во-первых, да, сразу сообщаю, что да, Эльстер была одна, я потом ее в редакторе склонировал, чтобы их было 4 штуки или 5, сколько. Ну, 5 штук, получается, в итоге их было, да. Вот, например, если бы Ариана пошла спать, вот, то выход из постели, из этой капсулы не осуществлялся быстро, то есть пришлось это тоже монтаж накладывать, что сюда подходит Эльстер, а потом это выходит из капсулы, но нужно было как бы так смонтировать, что она вышла быстро, хотя это происходило достаточно долго. Соответственно, самая тоже муторная, одна из муторных сцен была, где начинается психодел, тут несколько Эльстеров. Хотел, чтобы они, ну, как-то умершие были, да. Если их убить, приходит смерть. То есть, вот, что как так сделать, чтобы они на снегу легли. В итоге через команду прописывал им, чтобы они устали, чтобы всех потребностей, так сказать, свалилось в ноль. И там, да, бодрость 0 сваливается, вот, и они все падали. Соответственно, анимация падения при нулях бодрости у них происходит в таком, ну, образе, что они как бы раком встают, вот. Поэтому многие вот отмечают этот момент, что что это они в таких экстравагантных позах лежат, но тут так вот вышло. Вот, опять-таки, может быть, какой-то мод был бы специальный, так сказать, можно было найти, но что-то я так посмотрел, не нашел, решил, думаю, ладно, не буду скачивать что-то непроверенное, у меня здесь, ну, как я сказал, я все-таки захожу в эту игру, не хотелось ее засирать уж чем-то таким неизвестным. То, что я еще не проверял. Еще одна была сцена, значит, где Эльстер вставала со снега. Я или же сказал ей, значит, смотреть на небо, вот, она ложилась, вот, потом вставала, вот, но еще был один дубль, один кадр, который, значит, как он был, я ставил сюда кровать на снег, клал туда Элистер, и она потом вставала. Ну, фишка в том, что я забыл ей, ну, как забыл, да, не предусмотрел даже этот момент, что, видите, у нее косметика, собственно, эти, ну, подводка, да, вот все татуировки, вот это как бы числится как косметика. Когда она ложилась, она меняла одежду на спальную, и у нее вся косметика смывалась, соответственно, так сказать, ну, а все оставалось без всяких вот этих знаков и прочего, вот. Поэтому можно увидеть в одном кадре, когда она встает с земли, что у нее как бы резко пропадает косметика, вот. Ну, потом я это решил как бы оправдать тем, что, понимаете, это аллюзия, что встает как бы ее изначальная человеческая личность, ее душа, как бы вот это ее гештальт, вот этот ее изначальный, вот, в общем, что-то в таком духе. Да, еще изначально, вот, ну, я, кажется, туда не сделал сохранение, здесь еще была локация вот эта, где, помните, в титрах сражалась Эльстер с Фальки. Фальке дал желтый световой меч, ну, как бы с отсылкой на ее копии вот эти золотые, вот. В общем, вот эта сцена сражения, она планировалась, в общем-то, как вступительная, что вначале Эльстер сражается с Фальки, ну, как по сюжету, потом она, собственно, выходит отсюда и поднимается наверх. Ну, во-первых, из-за разницы в росте, то есть анимации происходили не очень корректно, то есть, как бы, что вместо того, чтобы, например, бить по, там, меч по мечу должен бить, да, а она в итоге, так сказать, ее била там то по заднице, то там по груди, то есть, вот, ну, вот выходил такой комичный эффект, и я подумал, что для прям самого начала, для первых минут как-то, наверное, не очень удачно, и долгий бой этот будет, вот, и, может быть, мало в нем какого-то
нужного экшена, и я решил, в общем, не вставлять эту сцену в самое начало, но жалко было от нее избавляться, и в итоге я ее внедрил, вот, в общем-то, в титры в конце. Вот. Ну, в общем-то, да, титры — это была такая отсылка на, знаете, как всяких там ситкомах, там, сериалах, там, не знаю, сказать, такого, вот, или старых фильмах, там, 80-х, там, значит, такого, в титрах, там, в роли снимались, там, да, такой вот, какая-то маленькая сценка забавная, там, оп, такой кадр останавливается, там, типа, в ролях, там, такой-то актер, там, там, такой-то персонаж, там, вот. Ну, и, в общем, да, я, в общем, для этого все ну, сделал такие сцены, что они вначале выполняют какое-то комическое действие, оп, там, да, такое, кадр замедляется, что там в ролях такое-то, вот. Ну, это, не знаю, мне хотелось пошутить, что Адлера, значит, на кухне готовит еду, вот, Фальк его ждет, что тут такое, ну, забава ради, а интерьер как бы что-то в духе вот в Серпинске, собственно, там тоже в таких темных коричневых тонах, что-то такое я попытался сделать с отсылкой, ну, в принципе, не пытался воссоздавать уж прям досконально. Да, и сцены с танцами, это, знаете, что я еще где-то с 2011 или с 2012, по-моему, даже, когда делал «Короля Артура», у меня, кстати, на канале, это, по-моему, чуть ли не первое видео, титры планировались быть с танцами, то есть, что, ну, вначале такой серьезный сюжет, там, такой, драма, все дела, там кто-то умирает, прочее, и в конце, сказать, все начинают танцевать, что, эй, да, расслабься, это все лишь кино, так сказать, мы все лишь актеры, все у нас нормально, то есть, ну, как бы показывает, что, как бы, не переживай, все с персонажами нормально, никто при съемках не пострадал, то есть, вот, и все в конце весело танцуют, ну, вот мне как-то давно хотелось что-то такое реализовать, и за все это время так как-то и не предоставлялась возможности какой-то адекватной. А тут вот, в общем-то, да, после такого серьезного вот сценария, и, в общем-то, тема игры располагает к этому, что там Элистер с Рианой, там все там, ну, потанцевать хотели, и все такое, вот, так вот, танцы, и тут как бы dance battle, вот, в общем, ну, что такое вот хотелось сделать, такое юмористическое, так сказать, закончить все на позитивной ноте, чтобы как будто некое, знаете, после тяжелого сюжета игры как-то смыть себе вот этот негатив и что-то такое, ну, позитивненькое сделать. Да, это я их телепортировал сюда, вот, и они, соответственно, тут натанцовывали, вот, включал музыку, ну и там получалось как-то случайно, то они в синхрон танцевали, то не в синхрон, то почему-то они в разные стороны куда-то смотрели, то есть тоже еще куча всяких дублей приходилось создавать на этот счет. Да, то, что тут, например, длинные стены вот эти, в принципе-то не планировалось, я хотел сделать их поменьше, но тут как выходило, во-первых, когда камеру так ставишь, когда маленькие стены, получается, что очень, ну, обрубка сильная, то есть приходилось бы как-то вот так камеру наклонять, не совсем подходящее. Ну, в основном, ладно, на самом деле это не самая основная причина. Не хватало места для вот этих полочек всяких, там, да, для всяких дверей больших, там, как бы мало было места развернуться, лампы эти прям перед глазами маячили. В общем, оставил их вот на так вот высокие стены, в общем, сделал, да. Ну и постарался, соответственно, да, воссоздать тут все по скриншотам. Даже обратите внимание, даже вот этот беговой тренажер, он все как положено, в игре он тоже был. Кстати, на Signalis есть хороший мод, позволяющий играть от первого или третьего лица, ну лучше от третьего, потому что от первого там это будет еще труднее. Вот. Что интересно, что в игре много есть мест, которые вот обычно же как, то, что не входит в камеру, да, обычно не отрисовывают, то есть там как бы там нет текстур, нет моделей и прочее, а тут разработчики то ли не убрали, то ли все-таки что-то хотели как бы как-то это реализовать, но не реализовали, то ли чего. Ну, факт остается фактом, да, там на удивление во многих местах, которые мы не должны видеть, была какая-никакая детализация выполнена. Вот, в общем-то, мне это так, ну, понравилось достаточно. Вот, и я, в общем, когда перепроходил, помню, Signalis, я внимательно осматривал вот эту комнату, собственно, где комната Арианы, да, если не ошибаюсь, вот. И у нее тут стоял, да, этот беговой тренажер. Ну, видимо, подразумевая, что, так сказать, оставаться в физической форме на корабле мало, может, двигаются, прочее, так сказать, вот, всякое с этим связанное. Космос, все такое, ну, вы понимаете. Ну, в общем-то, примерно такие истории, которые я могу рассказать про сам процесс. Тоже свои трудности. Вот еще была, например, сцена, кстати, здесь красную комнату я создавал, да, где вот эльстеры все поворачивались в камеру, так сказать, там в ряд выставлял, телепортировал, отворачивал к, ну, к
к нам, ну, в общем, к нам они стояли спиной, потом всем им давал приказ: смотрите на камеру, и они в итоге, так сказать, тоже там как-то по-разному, так сказать, вставали, приходилось тоже перезаписывать. В общем, ну, вот в этом, конечно, минус машине, что, да, приходится, то есть, как-то изворачиваться, всегда находить способы, как бы извернуться, так сказать, вот с игровым движком, как бы так сделать, чтобы что-то отдельно записать, чтобы какой-то адекватный кадр получился. Ну, в общем-то, на этом, думаю, из основного я все рассказал. Может, еще были какие-то истории, которые я забыл упомянуть. Ну, в целом, думаю, история ясна, как примерно все это придумывалось, как создавалось. Ну и, соответственно, вот, все в такой некой а-ля Японии происходило. Вот, в общем-то, вот это вот место. Ну что же, а теперь посмотрим ролики, не вошедшие в релиз, а потом предрелизную версию, еще до основного монтажа итогового. И на этом можно будет заканчивать. Ну а теперь перейдем к сценам, которые не вошли в релиз. Некоторые, может, я прокомментирую, некоторые просто покажу. Посмотрим, что у нас тут есть. Ну, начнем с глаза, да, соответственно. Вот о чем я говорил. То есть планировалось, значит, что этот момент, где Элистер бежит к кораблю. Она бежит. Вот, а сверху такой как бы глаз на нее тут смотрит красный. Вот. Но потом я решил, что все-таки слишком как-то перегруз и немножко отвлекает от общей атмосферы. Потом, вот та самая полная дорожка с перечислением, так сказать, чисел, вот. Но это в большей степени как бы тест. Не то чтобы планировалось, конечно, в релиз, но примерно я думал, что хотя бы получится, что голос озвучит все цифры необходимые для пасхалочки. Но потом я решил просто выбрать какие-то определенные цифры, а они уже не имеют какого-то особого смысла, потому что они просто из контекста выдернуты. А по идее это должно звучать как бы так. Да, примерно так это звучало, с таким перегрузом, шипящего какого-то радио хренового, так сказать. Да, потом у меня тут было две версии варианта смерти Адлера под разную музыку. Я все никак долго не мог определиться, мне они оба нравились, но в итоге решил остановиться на спокойно, как бы, что уже, как бы, все, бой позади, все кончено, так сказать, такая психоделическая, такая грустная музычка, вот. Но был другой вариант. Вот, то есть под ту самую музыку, да, где Эльстер себе руку новую вставляет. Да, и мне понравилось просто, что это как-то подходило под общий дух, то есть, что, видите, он там, да, падает такое, сказать, вот, ну, уже все хреново, экран начинает такое артефактами покрываться, вот, и музыка такая, более такая, знаете, какая-то хаотичная, какие-то прям, ну, звуки, какая-то такая, ну, грозная такая, зловещее что-то произошло, сказать, смерть, сказать, все, это конец. И как бы, знаете, уже в самой музыке все вот эти звуки необходимые, что-то такое, перегрузы какие-то, так сказать, какие-то шипения и прочее. Вот. Ну, потом я использовал, когда спокойную музыку, я уже на нее наложил звуки помехов, вот, потому что мне в любом случае хотелось, чтобы были звуки помехов, потому что там и монтаж был соответствующий. Это то, что вошло в релиз. Это первая отмонтированная моя сцена, соответственно, тоже вошло в релиз. А тут, кажется, у нас то, что не совсем вошло в релиз, потому что здесь иная подача сцен. Вот, то есть то, что вы можете увидеть, как примерно предполагались вот эти сцены психодела в начале. То есть, видите, это был такой некий концепт. До конца не был уверен, как лучше ставить сцены, потом я их в разные места поставил.
Ну что же, в общем-то, это все сцены, которые не вошли в релиз. Что-то, может быть, еще тоже было, но я уже удалил, потому что вообще не стал это использовать в итоге. Это то, что осталось. И закончить можно на том, что я покажу вам первую версию рендера Симналиса, то, как это выглядело без всяких глюков, без всяких дополнений и прочего. То есть это почти был готовый вариант, но еще требовал многих доработок. Вот, и думаю, вы почувствуете разницу. Ну и потом на том мы закончим.
этом все. Надеюсь, вам было интересно это видео, и теперь вы узнали чуточку больше о процессе создания Machinima Simnalis. Заходите на мой канал или в группу ВКонтакте, ведь там вы сможете увидеть больше интересного и качественного контента. До новых встреч!